Шалом, ребята, всем здрасте, доброго вечера, трудящиеся. Кстати, с пятницей, ну, по сути, я с утра уже поздоровлял. Кто присоединится, знает, что сегодня настал уже ваш день. Да, уважаемые трудящиеся, завтра выходной у многих, может быть, не у всех. Короче, расчехляем пиво. Я, конечно, без пива, я, честно говоря, не хочу. Но вам, если что, приятного аппетита и все дела. Так, у меня были некоторые проблемы с битрейдом, кстати. Игорь, здорово. Игорь, шалем. Шалем. Были проблемы с битрейтом, я тут судорожно просто достал кабель и вставил назад. На дворе вечер. Хер знает, что будет в рандоме, но скорее всего будет саккок, поэтому всем любителям унижений немедленно к экранам. Baby me. Ох, бля, ох. Какие-то сообщения там интересные. Он бестактно даже не пропустил ни хрена, но ты собачья морда. Нельзя себя так вести. Потому что, конечно, если бы этому танку дали хотя бы -7, это был бы уже скандал. Так хотя бы, знаете, хоть о чем-то думаешь, когда едешь? Кроме как о ебле мужиков. Думаешь еще, что может не хватить УВН. Мафия, здорово. Спасибо большое. А ты сам не стримишь там? Он просто фулл погружение с прицелом гоняет. Может быть. Помню, в компьютерных клубах многие алешки, вот ты заходишь. Need for Speed первая, когда вышла, Underground, которая. Многие алешки играют, это не как вот здесь вот танк ты видишь и едешь. А они прям от первого лица, ты на уровне асфальта, у тебя ебло. Вот ты играешь в гонки. Ни габариты машины, ни хера вообще не чувствуешь, едешь, бля. Когда я этой хуйни не понимал. Привет, хорошо стрима. А где мой смс, блядь? Я не знаю. Не знаю. Я только запустил. Возможно, контора не успела оповестить уважаемых людей. Приводник аппарата. Бля, честно говоря, эта машина как будто бы приятнее, чем Карапетян, например. Я вам серьезно могу сказать. Да, все отвалились. Разлагало. Ну и все. Да пиздец. Бля, где логика? Вот они просто хотят давить. Этот беспощадная жажда нагиба. Там делать нехер. Да, я понял, блядь. Блядь, ну естественно не в кого стрелять. Их два, ёбаный рот. И еще один пёс. О, какая хуйня. Они, скорее всего, вот здесь вот сидят. Фу, блядь, ну... Ужас. Айнас, привет, салам. Видел, что там Джова? И спиртера было.
Я кинул, вчера кидал рейд на инспиртора, они там эту проститутку, что была у Октопуса, привели походу. Ничего себе! Ну что, там был массаж двух простат одновременно или нет? Антон, здорово. Блин, я тут... Короче, мы с госпожой побегали сильно, и я тут перед стримом трохи вырубился. Состояние сонное. А тут не стоят, все как по заветам, да. Да, реально приехали, просто запушили и все. Мотелка не жахается, не знаю. Инспиреру, может, давление мерили. Они поебались, а потом она пришла. Да, вот это правдоподобно. Молодцы, наконец нормальный этот контент. Ректальный барометр. Пиздец, это он, конечно. Это он отдается. Блин, ну рандом я вам хочу сказать вот такой вот прям с утра. Часов с 9, наверное. Страшный и беспощадный. Эти вот ублюдки на КПЗ до сих пор... А ну ладно, кое-кто светился. Ужас. Просто ужас. Сейчас будем сосать, пацаны. СТ-тварь. Ну, у меня, честно говоря, сомнительное отношение к людям, которые этот фланг играют. Я не понимаю, зачем. Если есть та сторона, на которой можно пялить, зачем здесь играть, но это спорно. Ну, хотя, с другой стороны, если умеешь здесь играть, а там не умеешь, окей. Но мне кажется, большинство Алешек, да, они просто терпят. Большинство Алешек здесь просто терпят и топятся. 2 танка утопились у нас. You and me, baby me. Мансур, привет, спасибо большое. Точно, надо немножечко проснуться нам, судя по всему. Put your hands down my pants. You and me. Baby me. Даже 2000 урона, топ-2 по... топ-2. Топ-2. Бо здорово. Марио шалом. Будет попробовать, может, на Ро-1 сходить. Жду от тебя сегодня минимум 4500 средухи. Блин, такой рандом страшный. Я, наверное, буду в 3500 играть, пацаны. В лучшем случае. В лучшем случае. Еще с утра такая поебат. Да вот, no. Эти огнеметчица уже приехала сюда, свиная морда. Заебет. Заебет.
насеките. Блять, ну конечно позиционкам просто пизда теперь всем. Да уж. Ты доэйнал сегодня? Я сегодня, да. Я сегодня в зоне доступа кабачков крупных. Все крупные кабачки сегодня мои. Ебать, ты чё? Не, давайте мы на один сходим. Ну, скорее всего, там тоже будет жопа. Не прям, ну вот это вот тоже, ну это же, блядь, смешно. Все, здорово. Прикольно, я, кстати, попал туда в перископчик кабачковый. Эта пушка не опустится. Дятел. Дятел Вуди. Находи. Сука. Блядь, тут миллиметровая раскачка способна обосрать православному игроку бой. Ебать, там дед, бля. Едь вон туда, блядь, вставил свою. Ой, нахуй в пизду, блядь. У нас есть гопота, я не знаю, чем он занимается. Но это пиздец. Просто он на КД. Он на КД. Целых 3 танка там. Бля, ну жестко, типа, понятное дело, что пушить огнемет как бы гиблое дело, но с учетом того, у них даже шотный танк поехал пушить. Кошмар какой. Даже, сука, шотный танк, блядь. Так, жду от него сглатывания рекордного количества сымен. Мы все должны, ну, в балансе. Блять, еще жестко. Жестко, но мне, наверное, почти все хп и пропалил. Даже дед меня в борт не пробил. Да уже, бля. Да уже, блять. Ну, кстати, вот если бы у него, допустим, не было... Ну, это в башню, к примеру, через раз его пробиваю. Либо хотя бы была НЛД троху смазанная, да, в которой один раз я мог пробивать. Когда он ровно едет, но не особо. Либо в ВЛД можно было, да, попробовать. Блять, ну это, конечно, кошмар. Но это даже кошмар. Пошли на Р1 сходим. Этот ажиотаж мне как-то не нравится до сих пор. Привкус говна от вчерашнего. Мы вчера с тобой играем. Саймон, здорово, спасибо за подписку на ВК-видео. Пошлите сходим на Р1. Вячеслав средней прожарки сегодня стримит. Удовольствие получаем. Новые события на глобальной карте. Блин, когда вы уже ведете ночной режим? Ну неужели так сложно? Здорово. Шо рандом колючий? Ой, да. За ваше здоровье.
Колючий, колючий, как дедова машинка. Слышал я одну легенду. А Стичкфингер Лубитуп. Может, Лубитуп. Брань, а может, Билы. Может, Не знаю. Сучктион среди нас. Сакшен. Сакшен. Yeah. Yeah. Эй, блядь! Поехали дальше. Сегодня за отопление платить не нужно. Ну, жестко. Жестко. Может, часов после 8 будет более-менее рандом терпимый. Пересказ. Вроде бы, а вроде сказка. Может, братья среди нас? Ко-ко-ко. Хорошо, что я сегодня на дачу ехал без компа, но с плойкой. Буду в призрак Цусимы играть. О, Цусимин. Цусимин. Ну да, сегодня в рандоме жестко. Сегодня один из таких дней, когда просто жопа. Все в рандоме говорили. Александр, здорово, спасибо большое. Голубая рта. Голубая. Оу. Бля, там камень, точно. Ну ладно, все равно в землю выставил. Жопы сладостью кормила. Стримлер, привет, великий здорово, увлажнитель. Шалом, ребят. С за С. Моя лишь С. Да уж, ну тут шутки шутками, ребятки. Будем томиться в кабачках. Когда эта задница в рандоме кончится, можешь ты знать, в понедельник. Понедельник. На выходных, скорее всего, нет. Не, всякое может быть. Но выходные на то и выходные. Голубая арта. Я пытался подсунуть там защечку. Голубая. Там, короче, есть такое место увлажненное обильно. Можно запихивать. Вот, но если сильно нужно. Если не нужно, тогда не запихнешь. Арта. Ой, хорош. Симен. Диман, здорово. Диман мой. Бля, эти наркоманы, которые скипнули ветку 705А, это просто пиздец. Я не повсюду. Но я дачу все выходные лично будни не играю. Правильно, правильно. Вот сами представьте, ребята, после рабочей недели, да, скорее всего, терпели. Тут вот высвободились. Не все трезвые. Не все трезвые. Но все хотят нагиба. Вот поэтому они так вот агрессивно играют там. Пальцы в жопу суют. Ладно, я сам виноват. Я как-то так не видел, где он находится. Ебать их, да. Вот мужики приехали отдохнуть на огнемете, например. И ни в чем не виноваты.
Они ни в чем не виноваты. Ебаный дурдом. Куда-то ему запихивают там с таких далеких, сука, мест. Планет, бля. Сука. Да уж. Голубая арта. Эх, сука, эх. Ну вот Гриль приехал тоже отдохнуть. Он же ни в чем, блядь, не виноват. Ни в чем, ни в чем. Не виноват. Он просто хочет отдохнуть. На своем любимом танке. Я наконец-то пробил. Луна. Нихуёво. Откуда он так сглотнул? Может, и я следующий? Не, кстати, вот Интер-С никто не засветил. Оттуда вроде как не должны были сюда вкидывать. Ну, разве что оттуда. Голубая. На, видимо, у него и запихнул в него. Я так из кустика точно не смогу пошалить. Как не то, никто Камчат любила. Голубая арта. Но танки не светились, вероятно, да, кто-то там может быть. Это уже совсем другая история. Леха, здорово, дефолт, здорово. Хороший никнейм. Из 98-го прям. Иди нахуй. Так, привет, вчера взял на 53 отметку, в итоге танк очень сильно понравился, на твой взгляд. По больные насколько сойдет? 55-ка, он и так был за БС, и не знаю, чего апали. Он сейчас просто великолепен. Ты выбрал отличный танк. Да, либо он выбрал тебя. Но в любом случае, танк крутой. Голубая арта. Так, его все гейбои обожают, ты тоже с 2К отдохни. Ну да, вот. Будем отдыхать в 2К средухе сегодня. Как вот пушить огнемет, который там терпит, кто шарит? Кто разбирается? Как никто Камчат любила. Голубая арта. И хорошо, что в этом бою арты нет. Прикиньте, сколько бы слез мы пролили сегодня. Ай, блядь. Жестко. Луна. Ну, досытанного. Блядь, не досыт, походу. Капелькою семен лягу на твое ебло. О, это ошибка, ребята.
А и это была ошибка. Да, ублюдок может вкатить. Трусы отобрать. Последние леопардовые трусы могли отобрать. Там еще где-то вафельница терпит. Мартин огнемет почти под любым углом залетает пулочка. Но это понятно. Туда еще надо засунуть. Конечно, Алекс что-то сегодня не дает оплату сделать. Но видишь, одна песня дошла. Одна песня дошла. Но эти скоты троху подлагивают. Вот, возможно, весь персонал Donation Alerts в рандоме. Ну, вот пока что сайт работает. Сайт работает. Перед стримом, да, что-то они там тупили. При выборе оплата висит. Ох, блядь. Еретики. А Donut Pay работает или нет? Пизда, он же остановился, ладно, хорош. Как никто Камчат любила. Голубая арта. А, ну, думаю, мы все-таки прочитали эту мусорку. Мусорка с соплями. Мусорка с соплями. А вот дерьма кусок. Даже кое-что насветил, между прочим. Ну почему его не чистят? Бля, я понял. Всем еще раз хорошего вечера. Побежал я на футбол. Давай, братан, счастливо. Спасибо большое. Шоворот, бля. Но с этими липнущими прицелами ко всему, что есть, честно говоря, тяжело попасть. Сюда перекрыл. Ладно, окей, это, блядь, это как 10 тысяч урона нарушает сегодня. Так. Ну, вроде прочекал комменты, окей. Короче, у меня Donation Alerts живы-здоровы. Молодцы. Молодцы, еретики. Прям сушничок такой, я отведал пельмешей. Поставьте кто-нибудь на ютубе хотя бы один лайк, и потому что их нету. Потому что их там нет, но вообще за лайки спасибо. Целый день, кстати, не могу бусты сбить. You and me, baby me, nothing will double sweat. Шлифанул варенье к нам. Пельмень Анна Владимировна. Слушайте, основа без арта. Депешмот не. Что всю жизнь Сагдик до земли делали, да. Дай бог здоровья, Donation Alerts. Такая контора. Блять, от вас все, что требуется, чтобы вот просто работал сайт. У меня, честно говоря, ни с одним гей-веб-сайтом таких проблем не было, который бывает такое, что может просто взять и не заработать. Юрий, здорово. Лайк поставил? Давай, хороших боев. Спасибо. Ви-ви-ви. Оп. Хорошо летело. Do it now.
Пизда. Я-то хотел сказать, что мне эта мусорка сейчас подсунет. Вообще я собирался в него пихать. Охотник стал жертвой. Я будто бы тоже низко полетел. А ему похуй, я понял. Я теперь понял. Ладно, ну жопа. Я признаю, что здесь жопа, пацаны. Глубокая. Блин. Я все еще в засвете. И это страшно. И это страшно. Секите их реально рассвистывают. Там, видимо, ЛТХ подобралась очень близко. Понимаю. Кондуктор не спешит. Кондуктор намыляет. Тоже не могу бабки проебать. Ну, по такому случаю, скажите, что вы хотели врубить, если какую-то песню, скажите, я включу. Вот, а за донатилку извините, а не черти. А не черти. Блять, как же больно, честно говоря, играть в этот S-Hall сегодня. Просто кошмар. В мотелях гач. Хорошо. Хорошо, врубим. Это танковый S-Hall. Серега, здорово. Подписывайтесь, ребятки, на ВК Видео Лайв. Там за просмотр вы сможете получать баллы, на которые можно будет заказывать все что угодно, даже музыкальные произведения, между прочим. И даже обменять баллы на голдецам. Бля, это пиздец вообще. Это быдло шотное все еще заебывает. Но это смешно. Это смешно. Казалось бы, должен был найти уже свой покой. Ни хрена. Наконец-то заткнули ему ЭС. Троху взбодрили огнеметом. А нахуй с ним комулем давайте. Пускай сами шотных добивают, мне это не интересно. Хорошо, заткнули жопу. Огурцом. Я люблю тебя, гейбой.
Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Тут еще не все, ребята. Пожалуйста, осторожно. Сабатон, тапок, Бисмарк. Хорошо. О, в маску, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, было грязненько. Грязненько было. Поехали, Янка. Пиздец, он же стоит. Эти вот собачьи тычки всегда бесили. Всего лишь собачьи тычки. Put your hands down my pants. Но я хочу Джисера, потому что вот у него есть хп. Пиздец, какой ты урод. Он приехал в этот скотоложец по имени Лёшка. Ладно, хуй с ним. Шотный танк тоже танк. А не Яблон, он должен был спрыгнуть от седа. Вот он, блин. Араш. Все, сосай. А, все, сосай. Видите, прочитали. Вазик девятка, огонь Тунчес. Тоже буду сбрасывать эту ветку. Одна из лучших. Да, ветка крутая. Честно говоря, танк лучше, чем Карапетян миллион раз. Просто, блядь, миллион. Так, значит. Макс Корж, мотыляк врубаем. Где-то там. Виви. Надо ему всегда говорить, что да, не работает. Еретики. Так, все прочитали. Может, у меня блайнды были кабачковые. Может, в этого какая-то тычка заходила вслепую. Красота. Красота, поехали дальше. Сколько потерянных дней, конечно, может быть всякой, но только не здесь. Гей. Сколько потерянных Здорово, гей-бойники, бейте здорово. прожигает, до боли сильнее. Свин прожигает АЭС. Даже китайская девятка тоже жесткая, когда качал эту ветку, угорал. Девятки с пуходом. В твоих глазах станет я затолкаю силой, я отвезу пацанам. Там братишка, я тебе как много красивый, искренних, верных, да и простых. Такая терапия будет еще больнее, но ты держись. От того порой грустно, что бывает много вещей. Дек. Что она вытирает, как ни странно, мы это еще сильнее. Ты будешь вырываться и бежать. Серега, здорово. Ты столько лет и напрасно. Теперь, братишка, покажу, сколько с Ну, хо-хо. тобой сколько с тобой заработал Животное. папа, сколько с тобой попробую
Но штурм арточка тоже. Вот если знаешь, он на каком-то одном фланге, все, заебомба. Заебом, значит на твоем фланге будет жопа чистая. Эх. Сильный или слабый С. Мигель Шалом, привет, старичок. Как вышел с нашей любимой игры? Адич просто. Смотри, братан, какой фоткок. Ну, кстати, вот на 6-м серваке я целый день терпел. Сейчас на РУ-1 вроде как окей. Пальчик в попку силы не запихивает. Не, знаете, что здесь будет простреливать вообще, да? Простой и верный факинг слей. Deep Dark Fantasy. Гей. Терапия. Все равно засветили. Должен был мне вкинуть в афиалу. Ну-ну-ну. О. Штурм арточка приехал в не тот двор. Искренне верный и простой факинг слейв. Блять, хочу себе такого, сука! Интересно, а маус-член такой будет или нет? Да. О. Так, тихо. Как? Как же так? Все у нас гейбой. Он очень верный и простой факинг слейв. Мне нравится. Мне нравится такой. Братишка, я тебе свалил, йокам. Бля, ну да, у меня был кумуль заряжен. Как будто бы в этот жирный сарай мерзкий можно было запихивать и такой палечек. Как его не увидел вообще? А, ну ладно, я понял. Не только не гей. Бля, там Dungeon House. Жандармбекуса 2 аж. Аж, бля, 2. Отъедь. Такая Deep Dark Fantasy. Трахалась со своим Dungeon Master. 400 альфой. Вылетела. Так. Там фистинг, сагдик и симен. Не расслышь. Та фистинг, сакшн. Ну, типа всасывание. И симен. Да, малафья. Я тебя наебал когда. Только когда говорил, что мусора дуэйну. Ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви. Выбирал сам ты fucking slaves. Чего, блядь? Ва. Собирается топиться. Там фистин, сакшен и симен. Ну постреляй, хуй с тобой. Не сдох, бля, чтоб я ему всунул. Уже молодец. Там Джеброни стеснительный на тайпе. Отлично.
Отлично. Так, и следующая композиция, вот эта вот. Все как просили. Трудящиеся говорят, что донатилка не работает. It's a mistake. It's a mistake. Нормально, с учетом того, что на RU6 мы сосали в 2000. Honestly. No. Мне в чате кто писал. Я не вижу, у меня чат закрыт. Чатиком с вами. Там же ничего важного стопудового. Превращая секс в свирепый шторм. В лобби. Да, там вечно в кланы зовут, там ни хера толку не пишут. Не, ну мало ли кто-то там высрался. Но вряд ли это повелитель DX. Диса, здорово, родной. Здорово. Король 7 на СС. Хорни? Залп за Симин. Стив на дне. Стив на дне. Блять, меня здесь пушка не может опустить. Раненый гей. Не загоняйте анус, ребята. Вам еще им танковать. Да уж. Во! Наконец-то достойный соперник, блять. Вижу в твой насквозь, Саня, здорово. Они просто испытывают дик. Нервируют. Yes. Глаз. Земля. Стальной зал, здорово. Если вот так мы ему въебем. Не, значит, он, видимо, подозревает. Сегодня тапница, рандом тяжелый дам. Захожу в Nice S без тока. Как оно, Степан? Охуенно. Охуенно. Мне ебли на RU6. Но RU1 немножечко дают. Да, стикфингер сделать хотя бы. Ой, хорошо. Там Леста на супертесте танки клепает. Да. Где их заставляют работать, бедняжки-пидоры. Бедняжки-пидоры. Пришлось поработать. Где там ублюдок? Где-то там терпит. Саксмарк. Пизда, он даже не высвечивает, короче, этого упыря. 7 хатлоудс. 7 хатлоудс. Там очередная 54-ка, хрен какая по счету вышла на тест. 54D. 58 с 8 года.
Это с тепловизором, который. Прям где... прям где это левел. Пидор. Там тестеры так не надо играть и ночью, да. Надо тестеров сначала играть в танки учить. Долбоебов этих. Заодно всю лесту садишь, чтобы учились играть. Это брать у них наконец-то латексные перчатки, блять. Сколько можно уже, взрослые люди. Six hot loads фронтовых вмазал уже, да. Бахнул, я бы сказал. Да, на вниз. Бахнул хатлоуду. Старая. Ческий ТТ. Но это который будет за боепропуск. Там ничего интересного. Его будут ебать, пацаны. Прям то. Прям. Старая хатлоуда. Deep Dark Gym. Видите, за границей тоже балуются гачи ремиксами. Сабатон. Fucking слив. Блять, хуя. Gay Nation. Босмарк. Босмарк. Секс машин. Пизда, секите, куда я зарикошетил, там в самый уголок. Понятно или не? Кумулем 340, блядь. Хорни папаша. Вон ЛДР-то выцелил, поняли? Нахуй. Секс наступает. Ну, заебись, под все танки выехать. На выход на меня одного. Жопы под все танки. Красава. Кабачковая логика. Весь бой на базе на имбе. Топе, по сути. Дементор, здорово. Их надо отправлять на фронт, танки крепость. Но. Там бы они показали огнемета. Да, там бы они испытали огнеметы наконец-то в бою. А еще так и не вышло прям штурм САУ. Тестеры ее тестили. Ой, фу, ужас какой. Но это жестко. Это жестко. Господин Беня. Катанем, привет, босс. Камчат. Камчат. Бойчик, как ты там, котик? Шалом. Шалом. $500 рублей. Так, а еще есть, так, еще моделька. Огнемет ТТ вышло. США. Блять, еще это прям огнемет будет, а еще есть мышь. Он не трофейный, на 109 уровне акционный. А, он трофейный. Пиздец. Решил, что с одной ширинкой не наест. Поехал туда, где больше парней может быть. Причем мышь в нации СССР. Ну, прикольно, прикольно. Конечно, рейхофилы могут не прятаться, да.
Жовто блакитный. Лачный путь, блядь. Ну, честно говоря, пацаны, вот на стриме, например, вообще не до взвода. Тебе нужно чат читать, все такое, пиздеть что-то. Дай мне, честно говоря, одному нормально играть. А за 500 рублей резко хочется. Поэтому не обессудьте. Не обижайте на меня, пожалуйста. Все вы знаете. И понимаете, короче, я манал это цех по производству паленых танков в подвалах лес. Ну... Блять, ну а хули им еще делать, правильно? Пускай танки хотя бы делают. It's amazing же. Или не? Пиздец, блять, там можно еще на W нажимать. Стоит, мордой крутит. Старая хатлоу, да. Нефть же огнемет в самом деле. Бля, честно говоря, балансить танки, мне кажется, настолько, блядь, легко. Там поменять ТТХ 3 секунды огнемета, там уже я бы, блядь, за час справился. Единственное, что они же категорические меры ни в чем не принимают, они такие полумеры всегда лепят. Гордость гей нации поднял свой дик. Да, блять, хотя бы заберите у них броню в НЛД, например. Просто вот у всех заберите броню. Сделайте там 100 миллиметров. Ну 200 пускай. Он иногда там рикошетит. Либо броню в башне заберите. Пускай НЛД будет бронированная, а башня без брони. Баланс не продается. А новый Зендару легко. Да. Там говорят, донатилка не работает, пацаны. Поэтому врубаю так музыку. Самое смешное, что у меня работает. Такого не было вообще никогда. Истинная тету. Старая хатлоуда. Но я перед тем, как выехать, посмотрел на вот этих двух ублюдков, которые не чекались. Решил, ладно, хуй с вами, собаки. Оу, дитя порока. Хотя бы вот такую броню, чтобы вот как на 8 левеле была, да? Которую можно пробивать там в ЛД, все дела. Пиздец, ты охуел. Знаете что, я случайно еще из снайперского режима вышел? Ну это смешно. Спенкин, нас предсказывает гадание. Фингер ВС урок. А вы сразу срок. Фингер ВС урок. Бля, такие вот эти вот позиции терпежные, я тоже тут не понимаю. Ты едешь там и весь бой терпишь и надеешься, что твоя жопа не перейдет, блядь, в зал. Спенкин, нас предскажет гадание. Он приехал ради чего? Пизда, я без ремки, нах. Гопота приехал, ходит прикольно. Сука. Уебаны конченые. Бля, ну вот эта катка, конечно, не моя.
Катка не моя. Спенкин, а нас предскажет гадание. Пиздец, всех убили. Чё, блядь? Мало кто знает, но кумулем не пробивается в борт этот Лёша. Лёша не пробивается кумулем, пацаны. Спенкин, а нас предскажет гадание. Я прочитаю, пацаны, комментарии. Минуточку имеем. Фингер vs урок. Пиздец, что он творит. Ну, пизда, да. Ой. Блять, опять только 4 танка убили. Лучше бы они пощупали простату кислому и потом балансе. Да. Баланс не придется. Кепку сделай. Высотой сантиметров 20. Да. Это был бы нормальный баланс. Или скорость им дать км 30 в час, чтобы когда они доезжали, то тема отпяленная была. Варианты есть. На как баланс. Как они сделают, они... Блять, они могут сделать хуже, уж им скажу. Всем здрасте. Чё до сих пор делаете вид, что в танке играть умеете? Да, Михалыч, здорово. Здорово. Так, а вообще зависит от тех, кто тестил огнеметы и ввел их такими на толстый необразованный необрезанный кабачок. Но, честно говоря, я знаю, что там точно никого не накажут. Что ввели такие тоталсы. Заказ музыки произошел. Спенкин, а нас предскажет гадание. Не открывается ссылка, родной. Меня вообще на YouTube перекидывают, прикинь. Ну почему? Ну почему? Короче, ссылка не открывается. Ну, или плеткой по S. Пиздец. 198 тысяч опыта, ребята, надо. Еще десяточку. Лиза АСМР какая-то. При болях и спазмах в животе. Фу, блядь. Hi, I'm Dr. Lucy. Very nice to meet you. Ебать, что за дерьмо. I see you want me to check your ears and... Well, На эту хуйню надо смотреть, конечно. Что за хуйня вырубает? Это ты мне скинул. Там рыжая тёлка какая-то на английском пиздит. It's a minion, son. That's a mistake. Может, напиши просто название, то, что ты хотел. Там за БП стиль наконец-то путный нарисовали. Да, да. Мы на тестовом серваке обозревали это все. Не выглядит как памятник. И любовь ДНС из гробовой. Нихуя себе, он молодец какой. Без получения пизды проехал. И видос, где мужик сел на стеклянную банку, и она у него лопнула в очке. Не видел.
Не видел, но хотел бы посмотреть. Бля, я не знаю, братан, что ты скидываешь. Напиши просто название в чат, и я врублю. Какую-то хуйню скидываешь. И любовь до нас с гробовой. Может быть, просто платформа как-то ссылку обрезает, я хз. Ну, выжил, кстати. Ну, ясен хуй выжил. Это, кстати, я еще в школе смотрел лет 20 назад. Блять. Это у вас уроки были, пацаны. С компа ссылки норм не копируются. Хз, что... Бля, там вообще пиздец. Не скидывай их, там такая жопа какая-то. Там какая-то жопа. О. Пиздец, там жопа. Пульсирует фэткок. Где 2,75? Не вижу твоего хатлоуда. Блять, он полгода стоит, светится, его не ебут, и засветился, в меня вкинули. Там 700 миллилитров банка, ебать, все очко в мясо разрезал, бля, жопа. На гуляш, кстати, 3D-стиль. На Тора просто нищенский, они взяли кусок. Да, да. Так, а вы не заметили, что каждая КБ такие стили? И Алёшки все равно гонятся, чтобы купить его пораньше. Не заметили, блядь? На пушка сток. Да. Мастер прекрати. Бля, ну короче, жопа какая-то. Бомжи какие-то рисовали. У них на КБ стандартный стиль, просто сетка и номер, все. Дедовые электронные часы. Там же КБ, ну вот это будет сильно. Да, я видел. Разбирали на стриме. И вот ТТХ. Да, середина тоже пихает, причем с каждым разом все. Да. Блять, хотя бы больше сетки накидать, чтобы она там свисала где-нибудь. Нихуя. Нихуя. Твой счастливый шлюз. Заебали они ТТ до ТТ, когда норм с тобой. Ну, многие штанки не такие, как СТ, по сути. Жизнь как калейдоскоп, собранная из ярких событий. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам, мазь с 5 активными Капсикам, пацаны. и разогревающим действием способствует уменьшению боли в спине, мышцах и шее. Когда боль мешает строить планы, Капсикам, моя сила в движении. Когда тюрьма мешает строить планы. Уже здесь он. Сколько? Хорош. А, на Сливонова жил мэн. Бля, бродяги, вот вы сами виноваты в том, что такая залупа произошла.
2 тычки за бой. Постой, не спеши. И не Постой, не сагдик. так рано. Да, убить сейчас. Болит. И не кровоточит. Блять. Ебан, блядь, приехал. В землю, блять! Со мной не шути. Я просто хочу, чтобы ты отвезешь меня домой. Там, может, Е75 хотя бы постреляет. Блять, он не стреляет. Ой, хорош. Алексей Ревдоскинов. Алексей Ревдоскинов. Хорошо. Мы эту катку выиграли, you know. Этот пес мне еще, короче, помешал нормально переехать. Ну все, давай, не свалил. А, Леон был, ну да, стоит Италии, да. На КБ я перепутал с этим, еще при Варгеях, да, но в сборочном цехе, да, стоящий ним. Я ни один танк в КБ не брал. В Новый год почти на халяву все есть. Ну вот этот орка точно будет в следующем году. Может быть даже BDXM добавят. Мне сейчас будет неловко, пацаны, мне ебнет в борт и арта доберет. Ясен хуй. Вы заметили, сколько времени прошло между засветом и 2 прямыми попаданиями? На 700. Ну я просто заметил. Я не поеду, мне будет пизда. Вроде разрядился. О, это ко мне. И ты нахуй, заебло, блядь. Он даже не засветился, но смешно, конечно. Там же 15 метров от куста есть, блядь. Поэтому можно не засветиться. Так. Я не одна. Вообще дно, нахуй не нужно. XM вообще дно. Не, я бы не сказал, хороший там. Хороший тяж. Ну, только что медленный. Да, что-то, блин, что не КБ. Такие танки, на которых чуть поиграешь и больше не надо. Из них вот только в душу запал, наверное, 780, ну и то, блять. Сейчас с 11 левелами, конечно, ему делать нехуй. И этот, как его? Ну, Ленька, в принципе, хороший, и БЗ-74 крутые. Они каким-то хером хотели сделать обычный танк, а получилось имба. И, наверное, думали, что БЗ-74 мордой не будет танковать вообще ничего. Оказалось, что он танкует. Кстати, у нас же есть магазин в сборочном цехе. Почему разрабам не сделать магазин в КБ? Он будет работать только во время КБ. Хочешь, собирай новый танк со стилем, а хочешь, забирай старые танки без стилей. Но видишь, они же на Новый год продают их. Без кидания ветки Е3 орбита бессмысленно. Все верно. Все верно.
Спасибо за лайки, ребята. Спасибо. Спасибо. На ВК Видео Лайв подписывайтесь, пока не поздно. Но S не мой. И Дик не мой. Но на НГ есть только за прошлый год. А старых нет. Да. Прицел Юшка даже поставишь, бля, не знаю. Мне кажется, я не дорос еще. Прицел юшит, наводишься на танк и узнаешь, будет он собутыльником или нет. Потенциальным хотя бы. Вероятность должен прописывать. 4 тоже пора апать. Он уже не актуален. Все ТТ едет. Но... Ой, да не заебали, бля, дайте людям... У деда из актуального только пробитие и все. Танки сейчас имба на имбе, бедного деда, все ебут. У него ВН ни хрена. Он реально очень сильно устаревший. Да, он, в принципе, как и ИС-7. По итогу ИСУ-7 так чисто дали по губкам. Чего? Ебать, куда он там заехал так? Ну вот так давай. Ебать, вы поняли? Я в такой угол ему до брони даже не дотянулся. Ну ясно. Ясно, смешной Алёшка. Специально выцелил так, чтобы да, ему надежно с уроном вкинуть. Нихуя. Нихуя. Стопудово богатырь терпит. Меня на DD4, когда я от борта танкую, просто имеет какая-то подшконку. Но он, на нем можно там мансить, все такое, он такой прикольненький. Базара нет, но, блядь. Но, блядь, это смешно, так танки. При том, что, видите, они о нем, блядь, даже не вспоминают. Они, блядь, о нем даже не вспоминают. Про детку этого. Ну ты будешь сосать или нет? А значит, он не со мной даже перестреливается. Детка. Ой, блядь, как я нервничаю, когда такие тычки не заходят. Знаете что, у них там просто забрали кост. Я оказался в прямой видимости. Тычка не долетел. Гори, пердак, гори. Гори, пердак. Эс не мой. Дик не мой. Может второй ублюдок подъехать. Будет нам Олимпиада. Он там наверху терпит. Да, огнемет может подъехать. Бля, без ремки. Да, иди ты нахуй, пиздец. Блять, ну сука.
Он видел мой каток. Бля, еще хуёво выехал, конечно. Конечно, хуёво выехал, ладно, хуй с ним. Я думаю, что у меня получится мансануть. Так. Когда порт стоит? Просто имея... Он о деде 7 лет через 10 вспомнили, и то только на лесте. С4 еще лет, да. Ну, деду 7-му апнули, наверное, пробить, только потому, что дед против 11 левелов был бы вообще пизда. Думали, и, наверное, решили, ладно, хуй с ним дадим пробить, а ну и хуй с ним альфу дадим, пускай. Пускай. На какой технике начать играть, чтобы топово стало... Чтобы голова стала круглой, как у вспышки? Блять, на огнемете надо играть. Надо играть только на огнемете. Виталий, здорово. И вовремя переворачивать шашлык надо еще. Вы, пиздец. У меня, если что, помню, месяц назад было 86, прикиньте. Радик, здорово. Что творится в гейминге? Больно. Больно. Сегодня лоховской рандом. Сегодня лучше не уходить вообще в него. Не ходите, пацаны. Не ходите. Эти вот классические сетапы давно не видел. Полдесятки, тонна ПТ. Уже давно такого нету. О, вот это вот ко мне есть стопудово. Куда ты приехал, уебище? Ой, сука. Блять, кроме шуток он его шотнет. Надо написать бабахи, чтобы он не выезжал. Как написать бабахи, чтобы он не выезжал? Ладно, я пытался. Не едь на члены, турист. Банан, здорово. Алкострим на весь, мать его, день. Когда? Я не знаю, я не знаю. Такой информации не располагаю. Там Ебров, сука, в тайминг выкатил. Кстати, к слову, Варгеев, я тебе сочувствую. Спасибо за сочувствие. Бать, он меня хотел, прикиньте. Смешно. Было бы охуенно весело, если бы он меня еще блайндом подцепил за гузло.
Отлично. Бля, там Ебор делает все, что хочет. Ай, бля, знаешь что, у нас команда закончилась, сука. Вот это вообще пиздец. Он там реально всех постелил. У меня тут пушка не поднимается. Бля, без засвета. Ну это просто пиздец, бля. Как такое может быть? Как он мне тогда... Ох. Просто кошмар. Там секс-хаунд. Закатывается, Вазика ебот. Я прочитаю, пацаны, потом комменты. Я их все проебал. Я их все проебал. Ой, хорош. Хорош. Не кушай жопу, турист. Надо на базу отваливать. Буду позже, хорошо. Убили одного черта. Мансанули. Мансанули. Просто полетел вперед. Ну-ка, сколько у него КД, интересно. Блять, ну в смысле не пробил? Ой, как вы заебали. Ой, блять, ой. Ой, блять, разбил ебло. Мусорка паршивая. Оп. Да уж. Я ему еще гуслю не сбил, но он, видимо, закалка играет, да? Так и запишем. Для этого ёбища. Меня еще убить может. Или нет? Давайте проверим. Мне просто очень надо урон. Сука. Я нажал на выстрел, блядь, под водой не стреляется. Все. Все, блядь. Ну. Я нажимал на выстрел, когда падал.
Сука, я утону. Я утону. А он, блядь, выплыл. Секите, он сейчас катку выиграет. Пизда. Пизда. Я, короче, нажал выстрел в тайминг с тем, когда упал. Вот какая вот хуйня. Так, пошли читать комментарии. На какой технике начать играть? Тоже пытается вверх ехать, надо туда уезжать. Бля, ну это мем. Так. Вечер в хату, когда алкострим на весь. Мать его день, не знаю. За 5000 можно заказать алкострим. Так, кстати, к слову, у Wargame есть тоже токсичный танк 10 уровня. ЛТ Чехии. Тесак, он капец просто унижает все ЛТ-10, а еще с барабана забирает пол хп у Мауса, если все пробьет, пиздец. Ну, как бы, ладно, хер бы с ним. На 1500 барабан, окей. Который двухстволка, да? Который пулемет. Он не каждый выдержит весь день алкострим. Как сам? Передай большой привет госпоже. Передадим. В соседней комнате там терпит. Как перестать слушать? Татьяна Овсенко говночит, не знаю. Вячеслав, а у тебя, кстати, было? Подписота растет на ВК за 2 дня плюс 17. Недавно только 400 было. Да, на ВК видео хорошо растет подписота. Слава богу. Слава, блять, богу. Ребята, подписывайтесь на ВК видео. Всем буду рад. Поддержать иноагента. Да. Да, это я. Кто не знает, иноагент, это я. Потому что то, что я белорус. Там, кстати, донатилка должна работать, пацаны. Банан, спасибо огромное за полтишку. За 69. За 69. Так. Не будет левшай. Зачем тебе 3 отметки на кора? Береги свою нервную систему. Ну, да, я тоже так думаю. Мы будем принюхиваться, может хотя бы до 90 дойдем. Оп, здравствуй, боярин. Никита, здорово. Илья, здорово, хороший стрим, спасибо. Спасибо, вот и лошара. Так, Семен, здорово. Все, он утонул, но... Это было смешно, не самое обидное поражение, считаю. Да похуй, главное, что он стрелял. Открывайте Афганистан ангела ворота. Там на фитинг навсегда в С красивая же. Я так подозреваю, что когда голда перестанет разыгрываться, то часть цыган свалит. Так кто знает. Да, но по сути не разыгрывается, только 2 человека обменяли и все. Понюхай концепт 1Б. Ой, не-не-не. Найн. Рачок. Наверное, Лёшка, который на гриле написал. Весь бой на базе. Весь бой на базе. Так. Поехали дальше. Boy Next Door. Amazing S. Бля, ну вообще грилю охуенно повезло. Я уже нажал на выстрел. Как обычно, блядь, не выстрелил. Я бы мог, наверное, выстрелить, если бы это не хуйта танковая. И все, типа я под водой не могу стрелять. Хотя я как будто бы на камнях стрелял. Не знаю, почему я не выстрелил. Зачем концепт 1Б, если есть немецкий бульдог? Тоже так считаю. Но у меня, кстати, на аккаунте вроде бы его нету. У левши с коро не пруха что-то. Но его можно понять. Все, не видели, как я на коро играл? Во-первых, меня каждые 4 боя стабильно шотает бабаха. Это вообще не отнять. Он какой-то проклятый. Даже качать орбиту. Давай, братан, давай. Концепт у тебя есть, ячек. Концепт есть, а вот бульдога нет. Бульдога нет.
130. Boy next door. Amazing S. Все, бро, ты в курсе, что в Блиц йох барабан? Не, я за Блиц не шарю. Все, что знаю, то, что там нет арты. Мне кажется, больше ничего знать не нужно. Знаете, что этот ублюдок будет заебывать меня здесь? Животина. Животина. Значит, надо перекатываться. Задонать на бульдога. Я не помню, у меня вроде бы нет этого дерьма, по-моему, у меня его нету. Блядь. Охуеть, в кепку. Да ты заебал, господи. Им, блядь, так везет. Он вот вкатил по первому таймингу. Папаша, молодец. Инфы 0 вообще у человека. Ну вот, а если бы здесь, блядь, херогора народ? Либо здесь хотя бы один бомж стоит. Познатинка не работает. Ну, короче, она как-то подлагивает. У меня работает. У трудящихся бывает, что подлагивает. Вот есть еще Donut Pay, но там нельзя клипы заказывать. Donut Pay должен работать. Гейминг говорит, что понерфит огнемет. Ну, либо можно на карту перекинуть. С меня тогда комиссию 10% не спиздят. Огнеметы понерфит. Там они сказали, что будут ребалансить. Они реально могут из него сделать что-то более ужасное, я вам серьезно говорю. Нет, а нет. А, ну может придет. Может придет. Ну не может, а придет. Это однозначно. Иди нахуй. Ой, бля. Йохану просто похуй. Он подставляется под все, что только можно. Он меня засветил, понимаете? Понимаете, он меня засветил. Спенкин анус предскажет гадание. Достойная месть. Да, если курнут чего-то, да. Ну, в прошлый раз же курнули. Значит что-то осталось. Бля, я там по засвету еще ехал. Хорош. Кто сейчас меня начекал, я don't know. Фингер vs урок. А кто меня чекал? Он с оптикой или что это такое? Пенкин анус предскажет гадание. Шумах. А вот это хуявенько. Последний оплот наш сломали, суки. Вы только обратите внимание, сколько мусора. Они просто, блядь, скопились, там хуй кого встретили даже. Ой, хорош. Все еще стоят, у них лес пустой. Постоялочки у них происходят. Ладно, должно было произойти.
Ребята, ну займитесь, блядь, делом. Это пиздец. Нахуй. Еще один огнемет приехал. Смотрит. Сука. Да уж. Бля, ну кроме шуток. Кроме шуток, вот эти ребята сами виноваты. Сами виновники своего отсоса. Спенкин анус предскажет гадание. Ну что, сак-кок? Ну что, сак-кок? Нам немножко как-то переехать, чтобы пока меня не выебли. Ну все, меня выебли, да. Ой, ладно, хер бы с ним хотя бы 4000. Короче, отжиматься будешь. Ну, Ай, раз блядь, вот работает, оно давай пришло. поотжимаемся. Противника пошел. Затри компактно. Ладно, бро, пойду. Радик, счастливо. Счастливо. Спасибо большое. Значит так, у нас физкульт минет продолжается. Продолжается физкульт минет. Спенкин анус предскажет гадание. А, прикиньте, у меня максимальное удаление камеры было. Даже не заметил. Ну что ты, черт? Съебался. Кажется, мне с каждым разом все тяжелее и тяжелее делать. Вот так вот, бля. Ну. Сейчас, подождите, мы камеру перенастроим. О. Бисквитик, привет. Мне вот интересно. Сколько подходов надо, чтобы ты играть не смог? Твой интерес пугает. Ой, блядь. Блайн зашел этого придурка на 804. Но я думаю, что после 4-го подхода я уже 30 раз не сделаю. Наверное. Котейка не что хуйню. Вечно голодный. Вот. Соответственно, меня будут рубить. Жопа малая. Нельзя такое, черт. Извините. Живой? Ты назад хочешь внимания аудитории, ну. А никому наложила еды. Немножечко съел, пришел.
Поточил когти, и у меня тут тарелка стояла. Там курица, короче, жареная была. Доедать. Нахуя? Нахуя? Если там нормальная еда, блин, намного пизже, чем объедки. Пенкин, Анус предскажет гадание. Ладно, все, я понял. О, нихуя, если так можно стоять. Ну что, сак-кок, ну что, сак-кок. О. Давай ты же хочешь. Ну, во-первых, я не верю, что он не хочет. То просто не может быть. Да, вот он хотел. А мы Стикфингер. А мы Сагдик. Съезжает. Артем, спасибо за подписку на ВК Видео Лайв. Сука, могло получиться здорово, да? Могу его туда пробивать, пацаны. Как будто бы не каждой тычкой. Хорошо. Я-я. Спенкин Анус предскажет гадание. Здесь, конечно, интересно выходит. Хорош. Какие слейвы. Такие дикс. Ну, наверное, дососет тут. Да. Хорош. Видели, там опять прицел куда-то прилип. Наверное, капелька малафьи какая-то была на стволе. Вот и прилипла. Рожь. Сбил гуслё, ассиста нет. Так. У меня кот пришел, дал ему пакет и крыло понюхал и пошел обратно на улицу. Он нахрен приходил. У меня собаки 3 штуки. Корги, руки, той, фок, терьер и такса. Они все просят и через любые костыли залезут на стол. Хотя бы мою тарелку облизать. Я даже кресло отодвигаю от стола, чтоб не могли. У моей сестры карликовая такса, она тоже такой хуйней занимается. Трожопый черт там. Ну, такой прикольненький. Добрый-добрый. До хера еще до десятки.
4000 опта. Сейчас в Незалежной собакам хорошо бегают отожженные на иностранной плоти. Да. Такой Артем. Ах, Оля отписался. Подписался и отписался. Мне кажется, может, какая-то ошибка вышла. А мы Стикфингер. А мы Сакдек. Сейчас, минуточку. Поехали дальше. Ну, как ты узнал, что он отписался? Поехали в кустик. Ну что, Саккок? Ну что, Саккок? Было 4.17, так и осталось, и там не написано. Но оно бывает топит. Бывает топит. Павел Шалом. Дрочеслав. Население. Здравствуйте. Дрочеслав. Ладно, переживем. Там бы остальных девок не запустить. В жопу. Бля, такая вчера сочная катка на Выкерсе была. Это пизда. Я сегодня ее, кстати, нарезал. Там так фугасы заходили. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Спенкин анус предскажет гадание. Бля, ну ты фраер, конечно, еще тот. Фифочка моя ненаглядная. Пиздец, его не убили. Ай, блядь. Мы за это будем поплачиваться. Ну, кстати, две арты. Ночные эльфы еще поплатятся за это. На кофейном сфинктере. Кофейный анус. Блять, мы вроде как... Нихуя себе подставуха какая. Просто спалил Лёшку. А можно как, блять, вот у нас тоже и арта, и вот все есть. Ну это пизда вообще, по-моему, да. У нас артоводы катаются, я не знаю, куда он едет, ради чего. Он просто едет. Но я действительно не знаю, зачем он едет. Плюс тут Лёшка в яме катается, вот это вот все может его пялить.
Ну, залупа. Меня огнеметом, конечно, взбодрили, будь здоров. Регалыч приехал выдать плотную струю, да, ебать, я угорал всегда про огнеметы. Американских огнеметов. Более плотная и дальнобойная струя. Да. Да уж. Это Спенкин анус, ребята. Танковый. Я ему еще 2 тычки успел всунуть. Каким-то хером. Перегаром дышит фрейрок неплохо, да. Да. Спенкин, Эйнл предскажет гадание. Какао. 4 алтехи. Плохой знак! Который там час вообще? Понятно. Они реально обосрались даже с цветом Йорика. Дебила. Скоро 8 марта тренируешься? Да, тренируем. Тренируем. Он туда проскочит или не? Хорошо, просто есть прострел бочковый. А, я понял. Бля, перфетто. Чё альфа прошла, прикиньте. Не, женщин только корова и свиноматка. Вот, думаю, как их... Ну, свиноматки, наверное, надо на ужин. Да. Бля, как его подловить? Он там за камнем где-то? Да, там за камнем. Бля, какой беспредел. Мантикора просто стоит там. Спенкин анус предскажет гадание, ребята. Ну, а Спенкин анус нам подскажет гадание. Блядь, немезисы так давно не сосали яйца в моем прицеле, я вам так скажу. Пиздец, ты ебаный совсем. Я не знаю, где бабаха, пацаны. Вот бабаха. Ебать, у меня 3,6 тысяч сообщений. Скоро в натуре первый отмет.
Get your ass, fuck you. Бля, он там терпит. Спенкин анус предскажет гадание. Да, конечно, блядь. Хорош. Бля, пиздюков этих троху подтрахнули, да? Но это жопа, блядь, все тычки, сука. Еретики ненавижу. У нас там жопа, ребята. Определенно. Блять, ну типа здесь два танка. Да, я разряжусь бабаху. Что я буду с этим придурком делать? Еще арточки. А еще арточки. Он еще и чекается по КД на ЛТХе на этой. Бля, ну пиздец. Арта ни в кого не разряжается. Ну, тут одна тычка от арты, я видел, полетела. Я все еще засветим. Бля, ну бабаха мог и откатить, я вам так скажу. А здесь гусля могла и сбиться. Бабаха реально откатил. Хоть прямое сразу же. Даже концепт оттуда нормально видит, все закидывает. Спенкин анус предскажет гадание. Ну да, тут уже все. Тут уже все. У жирного 80% на коро. Но у меня было когда-то 80 с хуем. Даже 88, наверное, у меня было. Утром получил пизду. Блять, мне, честно говоря, хочется заплатить на коро. На отметке, но, блять, это будет asshole.
Это будет эскал, может быть, раз в неделю будем потеть. Да, чтобы с потом все не вышло. Дите здорово. У меня 3-6 тысяч. Счет работы, вакансия слейва, осеменителя. Бля, факин бич. Факин бич. Слейв, осеменитель. Мне на Немесе было когда-то... А сколько сейчас? Ну, почти взял. 91 сейчас. Ай, бля. Ай, бля. Вообще, знаете что, нам надо думать о 3 отметках на чем-то там из 8-х левелов, чтобы шекели были. Надо на 2.7.9 добрать отметки, на следующей неделе будем катать. Может, доберем, кстати. И побольше потеть на всяком дерьме, типа там приемов, может быть, на выкерсе запотеем на отметке. 2 раза брал 94.6. Я вот сегодня нарезал видосы на вилку, там 2 боя было подряд, в которых можно было брать отметки, и не сложилось. А начинало там вообще 2 катки было, даже где-то на 3000 суммарки подряд. На Витьке 3 отметки. Ну, я тоже думаю на нем подзапотеть. Пофармим шекелей. Будем по чуть-чуть там подтерпливать. Пенкин. Анус предскажет гадание. Что-то не хотят ехать. А почему? Какой-никакой новый танк, да? Да. Я боюсь выезжать во двор, потому что может быть бабаха. Эти пидоры меня любят. Любит. Ну, на 2.7.9 надо добирать, там же 91 с половинкой. На следующей неделе будем потеть. А по вечерам, я думаю, что да, будем катать на этих, на Викерсе, может на каком. Ну, либо с утреца на 2.7.9 чуть-чуть попотеем, а потом на Викерс. А вы сразу срок. Фингер в С, урок. Так вот. Вот Так так вот. вот. Вот так вот. Вот так вот. Так вот. Так вот. Вот так вот. Заработала донатилка, Вот так ребят. вот. Вот так вот. Вот такой вот. Вот так вот. Вот так вот. Ебаная хуета это очнулась. Да, и на ходу еще, конечно. А я говорил, что может быть бабаха, ебаный рот. Четко в НЛД, да? А, я понял, окей. Даже не в НЛД. Так, кто там такой лужерхед? Михалыч, спасибо за сатен. А там, наверное, мьюзик был? Да, не врубилось. О! Ого-го-го. Яслевский. Ну это промечу туда выезжать, получу пизды. Тот куст, конечно, такую пикантность создает здесь.
Но стрёмно было дальше выезжать, я отсюда мог выхватить дик. Охо-хо. Очень плохо. Алерцо, 14 минут задержки. Но они вот, блядь, такие. Вот это реально единственный гей-веб-сайт, который то работает, то не работает. Взял, затормозил. Я понял. Ни одного сайта, я даже не знаю, который может работать, а потом не работать. Ну, иногда, да, всякая хуйня бывает, настолько редко. Даже клятие во ВКонтакте так не может. Хорош. В крышу пошло. Хочется просто дуэйнул так глубоко. Бля, ну это мусорка может стоит ждать меня. Дик отца где? Покажите, где находится дик отца. Надеюсь, его щелкнут, блять. Дик самца. In my ass, дик самца. Клятие иксолки тут катают. Бля, ну он такой мерзкий, конечно, видно, он... В прицеле на него неприятно смотреть. Наверное, Ксолга запихнул в следующем году убойчики. Камробки. Найс, эс шамана на гастро... Сейчас я дочитаю. На гастролевые по зонам с этим треком. Да. И потом по рукам. Сначала по зонам, а потом по рукам. Землю. Ему бы отдавали самую уютную пору. Comfortable. Сегодня на Рейнберге в самом начале боя получил на Эрике от БЗТ 176. ХП осталось. И 5 коем напикал еще и жив. Красава. Сколько у тебя средний урон на Йолике? Получается накидать? Вот этот телефон снова придумать за меня. Ну я понял, я расшифровал. Джеброуни, зайди в ТС, зайди на бой. Ой, не. Отставить наш рядок. Понял. Чистый фист. Чистый фист. I'm so horny. Да. Ну хотите о чем-то другое врублем? Около 3К жирак. Ну, в таком танке может быть и норм. Да ты, честно говоря,
Не, ну ладно, там на светом все равно надо, наверное, 4000 где-то. Как будто бы на все песни есть так, реально так и есть. Так и есть. Да я все где-то пару песен, которые хотел узнать на них гачи ремикс послушать, на них не нашлось. Чупа-чуп, здорово. Ай, блять, хорош. Критический урон. Я понял, о чем в донате написал Иноген. Это не я написал, это Игорь Факинбич написал. Страшилкин, здорово. Вообще я должен его пропихивать кумулем, но я вижу, что здесь не выйдет. А, ну или так. Пойдет. Убери, пожалуйста, уберем. Когда мне уже арточка даст в очко ФГС? Он не попал. Но их вот манит эта позиция. Можно понять. Блять, на снайперском танке играя попасть не могу. Ну там в ВК видео, там сверху ссылка есть, поддержать иноагента, типа, это Игорь сообщение писал. Он перестарался, видимо, трохи. Хорош, арточкой не дотянул со своими скользкими ручонками. Сейчас какую завтра во взвод. Сейчас разберемся. Бля, я что-то под станом вообще подкис, вы не заметили? Хотя огнеметчицу спасать, что ли, надо? У меня не опускается дек. А, сука. Но я не могу, я еще под станом. Ну пиздец, еще пушку сломал. Жестко, жестко. Сейчас разберусь, пацаны. Там что, пацаны, не дают, там такая шайка огромная. Ебать, ты откуда взялся? Да. Охренеть. Потолкни, папаша. Эй, блять! Вниз. Сука, идите в жопу. Кинчелыги дырявые, я ненавижу каждого. Не попал в него. Блять, мерзко, пиздец, честно говоря. Так, напиши что-нибудь человеческое. О, допустим, стример. Ну давайте поменяем. Давайте, давайте мы это все скопируем. Вот так вот сделаем. И закрепить. My name is Rain, здорово.
Сейчас какаю, завтра развод. Договорились. Напиши мне в личку-то. Я так понимаю, завтра выходной. Или ты когда, с утреца или вечерком? Fly in wind. Ну-ка, давайте хорошую музыку послушаем. Реклама только пройдет. Дождемся конца боя, этого грязного. А что у нас на базе даже не нашлось никакой кабачковой путейхи. Ну да ладно, хер бы с ним. Меня смущает то, что только 2000 дал. По сути, 4 пробития и все, до свидания. Дерьмо. Ну, поехали сбивать базу, молодцы, ну-ка, ну-ка. Кстати, могут. Да. Братова сбил базу. Богатырь захватывает на скеле. Абсолютно. К тому богатыря дела вообще. Ай, блядь, танкует кумули. Вот сюда вот. Я знаете, что скажу? Там просто Рачела, который просто хуярит, скорее всего. Просто куда-то в центр. То, что кумули, голда позволяет пробивать куда угодно. Все. Спасибо за лайки, ребята, и за финансовую поддержку. И еще подписывайтесь, пожалуйста, на ВК Видеолайф, потому что там за баллы можно всякое приобрести. Просто знайте. Просто знайте. Так, но захвата не произошло. А вот захват защика очень близко. А вот до сих пор здесь живет, красава. Но его вздернули. Папик, короче, катка вытащил. Мне кажется, да, вот огнемету, смотрите, у него сумасшедшая броня. Блять, ну заберите у него динамику хотя бы. Хотя бы динамику. Жестко. Жестко. И плотность струи. То получается, это один из самых бронированных танков в игре. Он еще и быстрый. Вот, а Маус плачет из-за этого. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот Так так вот. вот. Вот так вот. Вот так вот.
Диктатор Вот так здорово. вот. Не знаю, кто писал Вот так текст, вот. но Вот так он вот. шедеврален. Вот так вот. Слушаем. Не знаю, кто писал текст, но он шедеврален. Хорош. Так, гачное что-то? Сабатон. Браток, тащи катку, ёпта, ёпта. Эй, блядь. Труп засунул. Другое дело. Всем шален. Всем шалом. Страшилкин, мое почтение, только сейчас дошло. Полеть. Вот. Вот так 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 вот. Вот такой вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Там, видимо, какие-то пролагивания были кабачковые. Вот так вот. Yeah. Да, Дарт Вейдеренко, наш лучший, наш слон, блядь. Ох, смотрите, что там происходит. Бля, дед, ну чё ты начинаешь? Он стоит, не шевелится. 10 секунд. Ошалеть. Ошалеть. Хорошо. Дарт Вейдеренко. Мальчик молодой. Ну что, давайте попытаемся поддавить. Кто-то насветил. За ваше здоровье и за мое очко. Щала Милана, говори телефон. Понял. Понял. Пизда! Там маленькая щелка, которая тонканула.
А там песня прям такая конкретная. Там типа не две строчки даже. Круто, круто. Ну, вот я вам рекомендую, ребята, с этого фланга отыгрывать аккуратненько. Но если с нашего респа еще норм, то с того респа, если выкатишься, на дальние эти отстрелы попадешь. Здесь баланс, там есть дрочильные позиции, здесь нету. Здесь нету. Они там высоко, а здесь нет. Вот такие вот пердаки. Хорош. Савера, спасибо за звание, босс Качак. Спасибо за платную подписку. Теперь ты босс Качак. Поздравляем. Нет, 2 минуты за углом ждал однажды один парень без движения. Я уже забыл про него, выезжая бах. Это горько. Это горько. Ну, на такой ноте мы открыли десятку. Мы открыли десятку. Короче, Ето Бебру. Мы к ней вернемся в следующий раз, и тогда уже точно возьмем 3 отметки. Так, высаживаемся. Высадживаемся. Так, подождите. Кабачка, Савер, давай. Ну, давайте дадим. По данному случаю присвоим роль. Там ни хера не проебалось. Аноним, спасибо за полтишку. Сейчас мы врубим. Героинчик, героинчик, героинчик. Осуждаю. Тасками с больше людей, чем подписчиков в моем паблике. Я воркую так жестко, будто мужики на фабрике. Пернул долбоеба моим кухонным ножом. Думаю, страну исками только за рубежом. Да, уже, блядь. У меня есть 2 пути. Да, уже, блядь. Мой бро поднимает вес, ему надо похудеть. Короче, эту песню скипну, хуй тайненькая. Вот, скуфы не выводят такого. Вот, так что я скипнул. Прикольно. Спасибо за подписку уровня босс качалки. Ошалеть. Растем. Растем. А, ну да. Да. Бас the Gym. Я, знаешь, что подумал? Что этот начальника подвала-то ебанул сразу. Оно как-то раздельно отобразилось. Здравствуйте. Дам. Там музыку врубал и отвлекся. Это кавер на какую композицию?
Говновоз, но это... Dark Sunset. Красавчики. Нихуя себе баклажан. Это... У нас немножечко по тематике канала будет. Здесь уже 94, прикиньте. Так, ну поехали, но надо один раз перемахчи. Один раз перемахчи, и мы получим вот эту залупу. Спасибо. Спасибо. Должен быть закаленный плечист. Все, тихо. 3 сентября, говновоз. Хотите, послушаем? И Матери богов Сергей Бодров, Вячеслав Бутусов рекомендуют мне. И Вилли Токарев небоскребы. Рекомендации такие у меня. Кум, шалом. Вот так вот. Конечно. Ну, давайте послушаем. Бля, девка, отстань, все. Как же так? Все у нас гейбой. Сотка на центре, это пиздец. Все не то, все не так. 40 лет, как чудак, как же так? Кто такой этот ваш кум? А мы одну песню слушали. Вот. Про тюрьму и петухов. Вот и там кум оказался серым кардиналом, если коротко. Тот, на кого нужно надеяться, да. Пизда, не попал бронь. Ладно, будем знать, что мне брони. Все зайдет, хорош. Не, другая песня. А там смешная такая. Смешной шансончик, он жопой едет. Стрелять будешь или нет? Не спасу ты кумовья, да. Юрка Бриллиант поет, да, именно он. Именно он. Бля, я стрелял в сотку, даже не начекался. Эти два ебла на меня каким-то хером не засветили, прикиньте. Как в игру, нас поселит поутру, навонял наш герой, но пришел сам собой 3 сентября, день откачки, вроде стали вы поменьше жрать, но откуда что? Бля, танк вообще страшный.
Я говновоз свой заведу, и снова 3 сентября. Все в мире розы соберу, и снова Я, честно говоря, ехал, зная, что мне ебанут. почему, но почему? Ведь столько разного вина, но только больше все равно вонючего говна. Но почему? Но почему? Да, турбачок, ну ладно, мы хотя бы победили. Надо замутить какой-нибудь алкострим. Сколько, говоришь, нужно? Ну, 5000 алкострим стоит. Но это бывает на донат. И на закуску 20. Там. Приезжал к нам турист, Дешевенькая бутылочка винца. Белорусская. Знаете, сколько стоит? бульвара, Пластмассовый такой. Вот, называется дачная. Стоит где-то 1000. Этот, сейчас скажем. мимо дырки Сейчас скажем. пальцем жопу вытирал, Наверное, 150 рублей. собой не смывал. Но пак Балтики 9 будет потеря соединения какого-нибудь. Но у нас есть местная, это плодово-ягодная. 150 рублей стоит. Российский. Ладенькая такая, алкаши пьет. Only крепкое пиво. Короче, мы выбили Санного Удиса, ребята. Нужен нам всегда. Выбили Санного Удиса. Я говновоз свой заведу, Что там хоть за мусорка такая? Давайте посмотрим. насос поближе подгоню, и снова 3 сентября. Планка 4000. Ну, в принципе, как у всех премов, да. Достал черпало я свое, ведь только нужно Летят хорошо. сильнее включить струю. О, Удис, на нем отметки твои. Блядь, ну на нем на голде надо будет ехать за отметками. Или похуй. Черпало я свое, Вроде едет, кстати. лишь всего Есть УВН, между прочим. сильнее включить струю. Между точками трясейки. Вино не в почете, самогон тема. На курином говне. Ох, ёксель-моксель. Сколько пластилина. Бля, может поехали на этой хуете на обычных подколах поедем? Вот так вот сделаем. Нет машин, в 3800 урона сыграл на нем, метки взял. Ну, это нормально, как сказать, нормальный результат. Нормально. Можно жестче, но это надо прям совсем потеть. Знаете, что мы сделаем? На дембель, блядь. На дембель. Кранвагена достанем бомжей. На... Статин и плечист. Ну да, на голде слабенько проверять. Но его хватит, его хватит. Так, что там еще просили? Саверо все-таки подписался на начальника подвала. Бля, красава, ошалеть. Ошалеть. Машина жестко играет. И да, он черт сейчас. Я, короче, чтобы не посрамить минет в машине, буду на обычных подколах катать. Я не знаю, что они там по стабе.
Ну-ка, давайте моптику поставим, окей. Для начала. Слейвы бедные снуют. Я маленький гейбой. Ну-ка, давайте мы еще бустик ебанем на фарм. Маленький гейбой. Если у этой бебры есть таба, что, мне кажется, вряд ли. Танк крутой, он медленный. Блин, ну там 20 уделки, максималка 60. Это лучше, чем у Карапетяна. А еще подвеска эта тупорылая. Тяжелая атлетика. Плевок в душу. Намек на приседание? Осуждаю. Плевок в душу. Это песня такая. Хорошо, послушаем. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну, честно скажу, есть ощущение, что танк нормальный. Вот так вот. Вот так вот. Вот такой вот. Вот так Как вот. оно, блядь, Вот так потом вот. будет, я не знаю. Вот так вот. Так вот. Бля, Леха, едь. Из настрела стою. Чужая ЭС. Славянская песня. Звучит прикольно. Бля, я бы, честно говоря, рамсанул с этим Лехой, ну ладно. Ничего, кроме боли. Короче, знаете, что мне танк нравится? Облизая взглядом даль. Быстренько съебнуться, пока я это... У них вот рисовочки там терплю. Лехи не дают. Регион. Истинг приносит свободу. Побеждай и станешь гейбой, а может поторгуешь щекой. Там полочка над гусеничной подтряхивает. Бля, ну... Понимаете, сложно судить, потому что в первые бои танк попадает всегда, а вот потом начинается истинное лицо. Да. Пока что он мега охуенный. Вон мод группа, мне нравится по итогам песни.
Короче, молодцы, пацаны. Пацаны молодцы. Либо как-нибудь съебнуться. Проебано все, что можно. 800 на свет. Цвет озарил мою больную жопу. Ебать, что ты, блядь, лот какая-то. Слушайте, а если мы вот так вот сделаем? Да, нас-то все равно выебут здесь. А я высвечу хоть кого-нибудь здесь или нет? Охуеть, меня насветили. Но это же смешно. Да иди ты в пизду, блядь, смешно, смешно, смешно. А еще у нас, ну ладно, вафельница, он уже отъезжает, он засветит там был. Смешно, мне 2000 спиздили. Ну, на голде я хер его пробил, видите, обычно под клавиш что не заходит. Маскировка норм. Короче, танк крутой. Реально крутой. По-нашему. И в идеале еще заболевать. Все, заблевать все вокруг. Так, я что там пиздатенько пропустил, ну-ка. Надо так хуярить, чтоб обоссаться, не бегай никуда. Ну, если мусор на 75 на базе в кустах, как такое не проявить, не знаю. Не знаю. Какая разница, где сагдик, правильно? Турбинов такая. Да не, нахера ему турбина, он хорошо едет. Но без приколов, у него 20 уделки, 60 максималка, ему подвижность нахер не надо апать. У него с тобой вроде более-менее. Нет ни боли, ни тоски. Вот, например, помните, Ягер такой есть, потому что все забыли про него. Он очень схожий, но у него стабы нет вообще, сука. Вообще. Но с другой стороны, у этого альфа поменьше. Где зато на фулл голде прикольно ездить, очень надо париться, да, там скипать на Ягере так надо, там периодически кумули запихивать. Эрико ОМП, без него он хуже Бурас не рулит. Ну вот, кстати, вот этот верткий нормально едет. Короче, танк нормальный. Арточка. Черт. Ай, бля, что задрало меня трохи. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Понял. Вот. Да. Вот такой вот. Вот так Я вот. сразу Вот был так уверен, вот. что он Вот въебет. так вот. Так вот. Я там, наверное, песню про качалку не врубил, да? Извините, ребята, я стопну господина инквизитора. Там просили про качалку петь. Но есть подозрение, что там песня тоже кринж. Да. Песня кринж. Одис, да, Одис клевый. Мне прям нравится. Штангисты, борцы, чемберцы, вояка, музыка, дедушка, с якорем, пассивные кикдауны, немецкие стойки, а на выше
свои с новыми дольками. Свобода филок стоит. Мясом завтракает силовик, без ножей и вилок. В душу плевок, ты вилок, садись на велик. В душу фоткок. Сейчас в достатке, с Питера единичка, железнодорожный состав. Лохам подороже, Сережа любил неподяженный. Пидорки Лохам подороже. Саудовская Аравия стрекочет калашников и кольки. Ты шалава, ты учишься в школе. Умер 5-920, закинули шпаком ребята в колонках. Ну, рэпчик такой незатейливый. Это все точно с такими же переходами лепили еще лет 15 назад. А, 20 даже. Уже 20. Мусорские остатки тяжелые давят на массы, китайские драксы. Салутный сало, местная драма, кремовый цвет играет на кожаном, как на органе. Воняет без пасти мужской гениталии. Иди подмывайся, придал замечание. Бля, ну я там не всунусь нигде. Круче с банки на театральном кафе ебошится даги. Го сломал проем, Уже 16 зашел. полицай пробивается ссоры в системе руками. Зашивал соцправихи, Бронислав гребет купюру лопатой на лапу, бля. Бронислейв. Да на лицо летит кремний горячий, менструальный цикл бодрячий, завистники в шеи подкидывали в чашу ботинок. Курили тина, спустя молоко крокодил, выделял гной разбитых картин ной. Своими слезами монеткой катилась по тумбе, они все так же лизали запястье, кровь там. Бля, ну как бы можно на низ съехать, но потом будет больно. А все ублюдки отсюда всегда выпрыгивают и пиздят музон для любителей кататься на кожаных мопедах. Вот так вот. Вот так вот. Бля. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот такой вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну так вот. Короче, хуета, я здесь не могу выставиться, пацаны. Блять, выкатился там пророк. Меня здесь некому будет прикрыть, если я вкачу. Да уж. Миллион блайндов, но стопудово никуда не зашло. Давайте притаимся. Надо как-то быстренько тяжей выстегивать. Никитосик, привет! Забанили пидоров танков в чате за мата, нихуя не понимая причин. Матерился. Я там прототипа мне, конечно, всунет. Жопа грязная. Ладно, поехали. Может, просто вытащу катку, понимаете, в чем дело? Блять. Он не засветился, когда отсюда въебал по мне первый раз, прикиньте. Не, ну в танках могут в чате забанить, если нахуй. Бля, всех там постелил, этот бомж засел в яме.
Да, бля. Да уж, бля. Часто в катках видны индивидуумов, которые постоянно мату на мате. В чате? Ну они там звездочки прописывают, пробелы ставят, за такое ж не банят. Либо не жалуется никто. Может такое быть. А уж, ребятки, я реально в этой катке не нашел себе места вообще. Вообще. Ну, сегодня, скорее всего, мы не найдем ни в какой катке себе место. Ну да ладно. Хуясь, он засветился, поняли? В поле. Да, не постепенно, а вот чисто в полный рост, когда такой появился. Потому что мы уже 2 катки, пацаны, не фармим. Вообще. Все ветки Одисов, пока 8, хуета полная. Только 8. Мне кажется, и 10 тоже хуета. Там это пушка лоховская у него от крана. Такое ёбище вообще. 3 раза подряд Калград дали. Забань его. Ну удали что-нибудь с бана. Так, там же все песни отыграли. За ваше здоровье и за мое... Семен, спасибо огромное. Матрикс шалом. Здорово. Здорово. Михаил, спасибо за инквизитора. Императору привет. Это Зверев. Сука. Я недавно узнал, что мефедрон и всякая эта хуета признан на зоне нелюдским наркотиком. Так, цитирую. Я, знаете, что я обычными подколами тоже его не всегда запихнул. Это Андрон. Он ебашит мефедрон. Не, нахрен, даже не хочу говорить. Там внизу мефедрон. Ну как-то рандом совсем стал дерьмом. Роми, здорово. Рандомчик какой-то такой непрезентабл совсем. Мефедронщица. Он тебя уже отыграл. Бля, мефедронщиков бы на кол всех посадить, были у меня такие работники. Ну а чем еще молодежи заниматься? Не спортом же, блядь. Че ебанутые? Че ебанутые, не спортом же им заниматься. Ебать, он до сюда достает огнеметом. Танк охеренный, но я уже 2 боя ни хера не настреливал, и возможно в этой катке мы тоже ни хера не сделал. Да, он центр просрали. Надо сервак менять.
Бля, знаете что, нам надо переехать вот сюда вот. Поверху не поеду, там уже опасно. Кому-то жопу отстрелили. У нас в Беларуси магазины такие гиппо. Вот так вот. Клевенькие. Вот так вот. Вот Так вот. Вот так вот. Вот так вот. Там котик Вот так покакал. вот. Вот так вот. Вот так Старается вот. закапывать. Вот так вот. Вот так вот. Пиздец. Да иди ты нахуй, господи. Можно было, кстати, даже убить, если бы попадал. Честер Хэрингтон. Опять на меня смотрит. Стоит. Бля, какие вы собаки. Вон. November Rain, блять. Ну, это такая дешевенькая попыточка всунуть ему. Его некому даже ебать. Землю, я понял. Хотя бы так. Кстати, в башню его пробил. Снайперский танк мне закидывает. Ладно, хуй с ним. Да, попадать перестал. Я говорил, пацаны, первый бой, новый танк. Блять, вот ему надо именно в меня. Какой-то мудак. Я хотел эту мусорку ебнуть. Да. Идите вы в пизду. Блять, не попадаю, не про... Идите вы в пизду, ё-моё, ребята. Котейка покакал, и он молодец. Честер пиздец, конечно, покончил с собой в день рождения друга, который тоже покончил с собой. Блять, но эти эмо-бойчики, конечно, молодцы. Куда не попадая и ушел за кадр. Господа. Чполахались. В грудь, господа, да. Да. За котом говно убирал. Там бедный закапывал со всей силы. Ви-ви-ви. In the ass. Нет, ну покончил с собой. Че бубнить? Все ж мы люди. Так или не так? Наверное, заебался просто уже. Он, наверное, уже просто заебался. Как удобно, когда женщина рядом, загорела очко, отошел. И как ёбнул, сразу легче, ну.
Я сегодня взял на Йохе 2 отметки, скоро 3. Красава. Уже давно пора купить манекен Джова, чтобы пить его, когда жопа горит. Не бейте животных, ребята. Так, хочется посмотреть на приседания в купальнике, но зарплата маленькая пришла. Приседания в купальнике 4000 рублей стоят. Вот. Просто он начал играть в танки и заебался. Абсолютно. Мало кто знает, но в день суицида Честер с другом скачали танки. Это тот удис, который дает, да. Короче, танк охеренный, но перестал попадать. Но перестал попадать, а так танк хороший. Танк хороший. Пиздец, смотрите, как дед стоит. И после этого вы хотите, чтобы уважали танкистов? Смотрите, куда идет бабаха. Во-первых, он поймал все пиздёлины и честно едет снайперить. Try in S and suck some dick. Лёшка, я могу отсюда подсвечивать. Не могу. Не могу, это все ложь. Гниль терпит. Бля, все зеленое, ты стебешься, куда можно было не пробить. Небоскребы. А, я понял, ладно. Ладно, дружок, нас сейчас будет пиздить. О. Видите, там стоит профессионально. Вот так вот. 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 За вот этим кустом. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Бля, вот так вот, аж 2000 реализовали. Дальше больше. День суицида честно рассказали, что его записали в Нерьё Тим. Ебать, там тычки летят откуда-то. Откуда-то. Господи, этот... Антон, спасибо за подписку уровня босс качалки. На ебейшее расстояние хуярят каждой тычкой. Каждой, блядь, тычкой. Максимум 3 сотки пацаны кидают. Не знаю, ребят, мне кажется, сегодня в рандом не стоит заходить, если вы православный человек. Оно вам не нужно. Антон Борис, пиздец. На сколько ты подписался? На 600 рублей, пиздец. Это пиздец. Спасибо огромное, братан. Ведь 42 стримера насчитал сейчас мир танков. Это фейс. Это который онлайн. Который онлайн. Всем нужна аудитория. Левша всем, кто за него играли, просил ставить лайки. Всегда на стриме.
Вот такие пердаки. А ты вручную, может, считал еще? Утром 20 еле-еле. Ну, это была разница в времени. А то и 10, вот так вот. Бля, прикиньте, я 1500 не могу настрелять. Не стал, ошалеть. Ошалеть. I can feel your ears. Я, честно говоря, боюсь вообще с базы съезжать. Ви. Но 242 стримера, вот допустим вечером вчера подписалось где-то 6 человек. Как они православного Вячеслава вообще находят? По запаху, что ли? Тихон, здорово. Ты лучший стример. Каждый раз захожу на стрим, то и хочется жить. Сразу позитив в жизни прибавляется абсолютно. Хочется всем неприятностям дать по трусам. Спасибо. Ну, естественно. Возможно, Вячеслав единственный стример не нытик, но это не точно. Ну, потому что немножечко сегодня с утра позволил себе поныть. Только мир танков. Это он имеет в виду, наверное, ВК видео. Да. Ой, короче, все, я понял. Я даже не хочу здесь стоять. Я свою 1000 урона настреляю где-нибудь с базы. Правильно. Небоскребы, а я маленький гейбой. По сравнению с Джоом, ты просто само спокойствие. Согласен. Серега, здорово. Как зовут стримера? Семен меня зовут. Можно Сымен, можно Вячеслав Сагдиков, можно Влад. Даже так. На ВК-видео подписывайтесь, ребята, каждый день стримы, а также можно за баллы всякое приобретать и заказывать даже музыку во время стрима, представляете? И заставить приседать со штангой. Да, ком, я слушаю. У Джова уже психики нет. Джов и танки это одно целое и одно. Джов это лицо танков. И жопа одновременно. Ты топ-44. Работаем. Работаем, братья. Набью на жопе себе. Топ-44 мира танков. Выше только Джов. И кумовья. Ой, там трупец интересный. Ай, блядь. Я не знаю, что мне делать с этой бедой. Ну ладно, огнеметчиков там потушат троху, потом, может быть, мы пошевелимся. А вот здесь можно было пострелять, если я был заряжен. Кстати, судя по всему, у нас первая победа намечается. Вот взвод огнеметчиков просто вот чуть ли не выдавили нахер нашу шайку дырявую. Работаем, будем топ-32 раздаем. Да, а то я думаю, вроде Семен ввел имя в заблуждение с Владиславом. Но я себя по-всякому называю, поэтому не берите в голову. Никнейм так расшифровывается, если что. Вот если забудете, прочитайте никнейм и вспомните. Еще мне язык заплетаться стал часто. Донатим на расплетку языка.
Да, я рискую. Ладно, все, идите нахуй, я понял. Там гриль и 704 очень близко стоят. Ну ладно, окей. Окей. Я думал, что они подальше стоят просто вот. Вот. Я думал, я, ладно, там, может, поймаю на 800, а оказалось на всю морду. Зовите его Олег, да. Короче, я согласен, пацаны, это было опрометчиво так сосать. Ну, кроме шуток, это уже третья катка, да, в которой мы больше 1000 урона не можем дать, это жопа. Жопа, наверное, мы на этой бобре потом поиграем. А я маленький гейбой. Откуда такая инфа? Мне нельзя здесь стоять. Нахер. Нахер смысл? Я все равно шотный, да, но найду 62-ку, потом свалю. Точнее, засвечу я двойку, потом свалю. Нам такое не надо. Нужна официальная цифра. Хотя на вилке также начиналось. На вилке играли там где-то 60 боев, 3500 урона среднего. Но я не спорю, я там трохи хуйней занимался. Даже могу себе позволить. Да, а вчера взяли 3 отметки. Официально Вячеслав Свалукамович Сагдиков, да. Потому что у меня вот последние месяца 3 очень сильно заплетается язык, я не знаю, в чем дело. Мне кажется, это из-за недостатков кабачковой икры в организме. Заметьте, их шайка не давит. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Логин Алекс, здорово. Вот так вот. Мы-то здоровались, я знаю. Его кончил шарфритюр. Вот так вот. Я вообще пару раз думал, что ты бухой играешь. Я бухой почти не играю. А что ты так думал? Что, мне язык заплетается? У меня какая-то, не знаю, болезнь. У меня всегда с дикцией было все чики-брики, потом я в армии послужил и все. Меня иногда периодами накрывает. Нужно тренировать язык почаще. Госпожа в помощь. Хорошо. Это дик или свобода? Музыкальная пауза. Все было нормально, потом я стал играть в танки, да. Это по 14 февраля. Нехай было пилотировать, но... Язык изношен. Ты это, пердон старый, должен знать эту песенку. Я не узнаю ее. Я, честно говоря, никогда... Я к рэпу негативно всегда относился, русскому. Ну, голос узнаю. Ты, наверное, эти на сердце боль, где смотрит Вейнл или нет?
Что S такая хрупкая. Многоточие. Честно говоря, вот у меня все вокруг, знакомые, друзья, все рэп слушали. Все. У нас еще райончик такой ДЦП. Спасибо, что не дошел. Это жизнь не свобода, да. Мало кто знал. Но это жизнь не свобода. Ну открутку на! Фугас Уэйнл, никто не верит. Мне у них песня нравится в моем городе. Ну вот, допустим, заграничный рэп, он звучит здорово. Именно само звучание, да, если здесь просто у нас рэперы там лоховские биты такие нищие, да, друг у друга пиздят их, они такие все простые, там, ничего затейливого. Заграничные хотя бы у них там можно рэп назвать музыкой. Но по смыслу, там, ну тот же Eminem, да, вроде как считается мега крутой рэпер, но по сути там что не песни, всю жизнь там одно нытье по смыслу. Ну еще миллион слов, которые я перевода не знаю. В моем городе многоточие. Сейчас мы эту катку дососем. Это жопа и свобода. На гуглем. Ну-ка, мы ебнем его в эту хуйте. Хорошо. Да, заграничные песни норм, потому что перевод... Да. Ну, по смыслу они такие. Тоже Snoop Dogg, они такие чильные, прикольные, все дела. Ну и по смыслу тоже там... Детский сад, честно говоря. Мужику сколько там уже, наверное, лет 60. Такие песни там детские. Они, конечно, молодцы, все дела, базара нет вообще, но, блядь. Я, допустим, какие слова могу различить, там становится понятно, что, наверное, там нехуй слушать. Про тёлок и тачки, ясен хуй, про что же еще писать свои поделки музыкальные. Это дикая свобода. Камчат, свобода. Сейчас врублю все песни, пацаны, подождите. Надо убить шарфика, морду свиную. В принципе, я же средуху отбил. Да, у них и музыка, и слова грамотно сочетаются. Да. Они крутые в плане того, что они... Там хотя бы рэп можно назвать музыкой. У нас все-таки рэп это не музыка, а... Это, блядь, это русский рэп. Это не хорошо, не плохо, это просто русский рэп. Там у них... Не молодцы, они прям сделали направление. Да, и по сути из самого простого, что может быть. Тебе не надо ни голоса, ни вокала, не уметь там поддерживать свою гортань и голосовые связки в рабочем состоянии, чтобы качество, да, там исполнения было нормально. Ну, сейчас в поп-музыке тоже, по сути, это не надо. Это не надо писать хорошую музыку, играть на каком-то инструменте, вообще ни хера. Рэп, то есть простейшая штука. И у нас, по сути, хотел сказать, белорусский. Ну и белорусский тоже. Русский и белорусский рэп. Они это и подтверждают. Там ничего затейливого не надо. Просто сделай голос погрубее, типа ты гангстер. Чтобы все думали, что ты крутой.
И все, сука, то есть... блядь, ну как будто бы, да, много не надо. Как будто бы много не надо. Так поверил, что попаду, что выстрелил. А можно для того соображающих объяснить, как заказать чек статки? А просто напиши 200 рублей, скинь, отставить. Donation Alerts по ссылке там в описании, скинь 200 рублей, скинь ник и скажи, что чекни, пожалуйста, стату. Можно без пожалуйста, если ты, да, если ты 200 рублей закинул, можно сказать, черт, чекай стату быстро. Вот. Я сочту это за уважение. Ебать. Ох, сука, нихуя себе он сидел. Давай еще разок. Моя жопа вытащила бой. Так. Только как сейчас трек включить. Если через донат, то понятно. Но если через этот ВК-видео я вручную врубаю, там по-другому никак. Из Need for Speed первой песни я трахал тебя, твою сестру, маму и подруг. Короче, они слова со стрима Джо убрали, да. Слова. Тогда завтра используем правильно. Так, значит так. Там произошли заказы песен. Давай в моем городе многоточие. Врубаем. Врубай насос. Что там дальше просили? Пытался накопить на прочитание, только сейчас трек включить, если через... Вера, а какой трек врубить? Истинные мужики слушают гачи треки. Ты напиши, какой трек врубить. Я, видимо, провтыкал, либо это... Либо, может, ты не написал. Я эту песню тоже никогда не слышал. От дежурного Камчата. Что ты потопил? Ну напиши просто песню. Можно завтра... А, чтобы завтра врубить? Хорошо. Напиши. Напомни, может, это я там завтра затуплю. Я на военном городке живу, где аэродром и военная часть. Да, было 3. Может быть, кляти беспилотники летят? Свинокрылы. А бомберы какие? Фронтовые, ну типа Су-34, Су-24 и так далее. Или здоровенные кабаны, там, Су-22 хотя бы. Что там по новостям? В Багдаде все спокойно. Так вот. Вот так вот. Так вот. Вот так вот. Так вот. Свинокрылы, да. Вот так вот. 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 Так вот. Так вот. Наверное, песня врубится сейчас. Ой, тихо, тихо. Пожираем ПС. Может, какая-то фифочка там целит, может, даже этот пес. Уже это до Беларусь. Рандом, как всегда, пиздец, да. Да, сало. Разные маленькие, большие, я хз называется.
Но если у вас здоровенные бомберы, там, то по идее не должно, они далеко стоят зачастую. Меня на даче, кстати, беспилотно убивали. Меня на участке осколок с голову размером, и соседу крышу пробило, пиздец. Это свинокрыл был. Тоже не разбивали. Так ляти свинокрылы прилетели, пацаны. Ой, приятно. Цель визита. Я электробол. Сука. Белорусская реклама, пацаны, какая-то была, извините. В осколке. Не от беспилотов, а от того, чем их сбивали. Может быть, если ракеты пизданули. Я с Белгорода. Промолчу. Понимаю. Мирного неба, братан. Так, где секретная часть, плюс недалеко склады с бомбами для них, если рванет пиздос. Это да. Я над домом моим пролетал, который позже в высотку Москва-Сити попал. Шалеть. Я с Курска, такая же песня. Блять, хохлы. Я с горловки, пиздец. Ай, блять. Слушайте, ну как будто в него летело. Недолет, значит. Когда постоянно хранение авиабомб, ты это не достанешь, не бойся. Но они такие, типа, как это сказать, глубоко. Там не беспилотникам надо, а там такой бетонобойные бомбы, ну и то они, по сути, должны быть рассчитаны на то, чтобы и бетонобойная бомба не ебнула. А, на горловке, я понял. Бля, знаете что? Чекни статку Турин 2020, пожалуйста. На базар И нет. ты не черт. Договорились. Договорились. Ни черт, ни джоб, как говорится. Господи, хорош. Мы, наверное, знаете что, мы на этой бобре не будем играть, потому что мы же слишком сосем. Передозировка малафьи. Горловая. Да, лев снайперский. Играл сейчас, и меня сервер попустил, сука. Почему не в нашей теме? Против сервера играл. А на каком-то серваке я катал. Расскажи. Я знаю, я на них часто был. Землю. Ай, иди ты в жопу. Сейчас врублю песенку. Ладно, базара нет, рекорд стрима, пацаны. На Одиссе. 2000. Вообще по. Это ран. Окей. Нажал на выстрел. На шестом серваке играл, я понял. Песенка.
Гей-веб-сайт подвисает, пацаны. Наш любимый гей-веб-сайт подвисает. Я не открывай. О, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я тоже мелкий с дедом на КамАЗе ездил. Он приводил в боеголовки. Помню, одну уронил. Уронили. Брус деревянный. Разлетелся в щепки, думал. Ну все, пизда. Дед говорит, не ссы, я не без рвати. Так, охуеть воспоминания. Может такая как столб была ракета или именно боеголовка? Такая как столб, то, наверное, к этим к ураганам. Да, несущие средства вкручивают только перед употреблением. Абсолютно. Знаете что, я вот обновляю по КД донатилку, и что-то она не фурункул. Что-то она не фурункул. Очень смешно, потому что там надо чекнуть стату. Так-то лайф-версия. При такой сосновой катке. Наверное, какие-то бусты. А, боевые выпады, все дела. Бля, живи родненькой. Братан, кто просил чекнуть стату, напиши, пожалуйста, никнейм в чате. Извини, что так получилось. Я не могу видеть сообщение. Донатилка... А, вот, все, нашлось. Все, не пиши. Тихон, спасибо большое за 200 рублей. Так-то, ну, можно начинать запотеть на урон. А что у нас на десятках? Снова чекнем. Мне кажется, периодически снайперишь. Ну да ладно, это я так предполагаю. Ну вот да, я думаю, что периодически снайперишь на всяких 50Б, вот эти вот всякие танки, это не для снайпинга. Тарки. Я бы тебе рекомендовал поближе к противнику катать. У меня есть парочка стримов на 50Б. Глянь, там все будет достаточно наглядно. Ну это что касается, да, всяких 50Б и прочего дерьма. На H3 играй не как на 50Б, а как на охуенно крутом танке. Например, когда на E5 и так далее. Близко к противнику играй и старайся, как-то сказать. Короче, в первую очередь, чтобы рос скилл, старайся не терпеть в кустах. И не играй на танках, которые кустовые. Например, 62 на самом деле не кустовой. Это танк для ебли мужиков. Старайся ближе к противнику играть. Ты как раз со временем перестанешь бояться, да, там близко к ним подъезжать, все такое. Ну и появится уверенность в себе. А что самое главное, ближе стоишь, больше попадаешь. И как раз учишься играть так, чтобы меньше получать пизделей. Через боль, но научишься. Старайся ближе к противникам играть и но с умом. Но с умом. Ну вот, например, на C7, да, понятное дело, что на нем особо не поснайперишь. Да, ну хотя вот, блядь, я тут не сказал, что снайперил, ты нормально играл. Вот, допустим, если вот про 62 и прочее, я бы сказал, что ты снайперишь, да. На DD ты, в принципе, играешь нормально, но да, без настрела. Возможно, потому что ты слишком пассивно играешь, потому что ты вроде как неплохо живешь, да, но в нужный момент этой грязи не делаешь. Старайся катать на, ну, допустим, грейхаунды, вот этот всякий H3, дерьмо вот это вот, близко к противнику катай и прям вот навязывай свою игру. То есть вот ты легко можешь выехать, вкинуть барабан,
Да, подлови там ситуёю на такую, чтобы вкинуть барабан и отвалить, например. У тебя бронированная башня, НЛД можно разводить на тычке. Спасибо огромное за рейд. Спасибо, родной. Сегодня тема для любителя рулетки. Я вот пытаюсь сформулировать мысли свое и ни хера не могу. Видимо, я ДЦП. Но вы подписывайтесь, вы подписывайтесь. Давай для наглядности я сяду на какой-нибудь танк, объясню тебе. Точно так же, по сути, на всех там грейхаундах и так далее надо играть. Ну, конечно, исходя из рандома, мы пососем кабачок. Смысл будет понятен. Во-первых, подъезжай поближе. Во-вторых, честно перестреливайся с бродягами. И старайся меньше получать пизды. Меньше получать пизды. Без авантюр, прочего дерьма. Просто делай все как надо. Делай все как надо. То есть ты, мне кажется, ты на тяжах и на прочем немножечко пассивно играешь. А по сути там на всяких 62-ках, на там H3 и прочем, на i5 надо поагрессивнее кататься. Смысл ссать кабачок, да. Так, тихо, давайте мы стопнем. Там песня... Вот это, наверное, должна сыграть, да? Видео недоступно. ТКН, прости, играл или не? Ты, наверное, я ее врубал. Я вжимаюсь, как у комара. Короче, смотри, я еду на фланг. Во-первых, мы видим, что у нас шайка не сильно крепенькая. То есть нужно будет поглядывать за тем, чтобы вовремя свалить. Чтобы вовремя свалить. Ну и всегда держи в голове, что нужно поглядывать за картой, чтобы не получилось так, что на тебя вкатила вся команда. Да, то есть насчет урона постоянно думать не стоит. На бродяги никак не едут. Может случиться такое, что отсюда Лёшка выкатится, и уже от башни будет. А я трясу НЛД своей похотливой. Ну вот как будто бы никого, да. Поехали давить. Поехали, Генка. Пиздец. Ну, Астрон, конечно, тот еще. Бой. Не удивлюсь, если сверху какая-нибудь бабаха там терпит. Нет, не терпит. Нормально его воспитывают там. О, бой. Видишь, там жандарм на низу. Сейчас будет насиловать старика. Ну и, короче, вот не бойся агрессивно играть. Так, чтобы... Да, чем агрессивнее ты играешь, тем больше ты накидаешь, но самое главное поймать ту середину некую, где ты играешь так, чтобы не получить пиздов. Да, Леха свалил. Ну и все, короче, не агрессивничаем, хер бы с ним. Хер бы с ним. Надо понимать, что у нас всего здесь 3 танка. Мало ли, ну хотя тут больше никто ему и не поможет. И что самое главное, ну, типа, видите, там бабаха у них есть, может дать по трусам. Может дать по трусам. Да и пиздец, лучший. Просто лучший. Но технически мы все оттанковали. Чтобы бубнить. Землю.
Бля, заберет он его или нет? Какой ты ебаный осел пожилой. Блять! Он не стреляет. Ясно. Я 3 раза не могу в бабах попасть. Мне сейчас ебнет еще. На базе жопа там уже. Вот так вот. Вот так, Так вот. вот. Вот так 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 вот. Вот такой вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Короче, не ссы. Не бойся к противникам приближаться, но сохраняй, как сказать, трезвость ума. Чтобы не было такого, что ты поехал куда-то и тебя отпиздили. А то есть думай, что делаешь, и старайся больше агрессии. Я лев, и я очень упрямый. Стая гей-бойс. Не заебят. Я бы, честно говоря, по базе бы пострелял. Засветить. Я думаю, финальный камчат будет от бабахи. Вот такое. Каждый шланг новый уровень. Каждого порву, кто дышит под спиной, а потом приготовлю его мясо с вином, наслаждаясь каждым моментом. Я всегда на уровне неба, мои нервы стальные, не как у остальных, но если перешли границу, не остановить. Я лев, это мое царство, мой брат, моя территория. Блять. Нет коварства, нет лжи, нет предательства, нет грязи. Какая-то дрочка. Какая-то суходрочка. Нет гривы, но я лев. Ну прикольно, прикольно. Еще старайся быстро тычки давать. Вот, допустим, в случае, когда ты выезжаешь на противника, и он там целит тебя, все такое, выехал, быстренько пукнул, отъехал. Максимально, чтобы снизить вероятность получения пиздюлёв. На этой карте, когда первый бой был на АТ-8. 8000 танканул мужчина. А сегодня такие кабачковые бои, это просто кошмар. Сегодня кабачковые бои, пацаны. Еще урона, блять. Весь бой катался, что-то искал. Но это жопа. Сегодня играть нельзя. Просто, блять, нельзя. Ох, блять. Страпончик с черным дельфином. Минус 0,8. Да, похуй, там же отметка есть. Но вообще смешно, прикинь, вот на отметку потеешь, и у тебя такая хуета. Ты приезжаешь на фланг, никого не встречаешь. 3 раза не можешь в бабах попасть. Но это пиздец. Это пиздец. Гривы нет, а верх запаян.
Банану кабачка дать? Ну, давайте дадим. Дали. Гривы нету, а верх запаем. Это не от чистого сердца. Он наверняка обиделся на позадинце. Эта обида уже забыта. Спасибо большое, я принял. Буду... Если что-то непонятно, спрашивай. Мне, честно говоря, кажется, как будто я непонятно объяснил. Обычно объясняю понятно. Там упрямый Емеля может захотеть прокатить вперед. Бля, ты фрейрок еще докатился до сюда. Ну ты конч совсем или не? А он не знает, что у меня барабан. Очень, сука, жаль. Очень, сука, жаль. Че кабачок дает? Ну это роль просто специальная. Как у всех уважаемых людей. Надо просто ехать через тычку на базу, потому что это жопа. Но я один точно туда не поеду, извините. С учетом того, что у нас вообще здесь ситуация такая склизкая. Петрович, осторожно, здесь склизко. А молотовод чекает, если что, закатку. Вот так вот. Вот так вот. Поднимется у него пушка. Вот так вот. Хуя себе подаешь. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот такой вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну так вот. У меня поднялась пушка, пацаны. Что будем делать? Иди, тарточка. Неужели он его не зачекал? Все начиналось как надежный сак. Да не, все доходчиво, в принципе, ну, вот 1К боев напотел по тихой грусти на трепе. Красава, красава. А на шарфутере понял. Молодец, молодец. Мужчина. Например, до папки Джоу недалеко, да, еще 3 и будет топ-40. Нахуй иди, говно. 40. Пизда. О, ну я, наверное, поспешил с тычкой.
Натерлей. Слушай, фрейрок, ты, может, отъедешь? Ты ж на штурм САУ, ты отсюда можешь стрелять или не? Блять, ну это собачье сердце. Как до конца попасть в 120. Стримеров? О, вот это мы не сдержим. Это мы, блядь, не сдержим. Да. Сука, ёбаный фрейрок. 120 года? А. На попке. Это прилагается, естественно. 4300, пацаны. Можно было бы больше дать. Бля, ну... Может быть, туда стоило откатываться. Наверное, да, я сам подставился. Я что-то думал, что я успею туда уехать и типа прыгнуть на днище. Огнеметчица еще спалит нахер всех этих бомжей дырявых. Вот эту девку в первую очередь. Либо он еще не подставлял каток. Сука. Дебил! Дебил? Дебил. Музыка душевная там хуярит. Захотелось пыло выебать. Банан, спасибо за 69. Ну что, может, на этой ноте и кончим? 4.30, все, рекорд по урону. Подставлен. Танк хороший, даже очень. Даже очень. Я бы даже сказал, что он за БС. Спасибо за кабачок, пожалуйста. Короче, наконец-то пососушки вечерние кончились. Ёбаный рад. Дай бог. Не дай бог. Завтра с утреца, может быть, на этой бобричке, кстати, поедем. Пофармим шейкели и не только. Огромное спасибо за стрим. И вам, пацаны, спасибо за то, что вы есть. Смотрите деда. Всех люблю. Завтра увидимся с утра и вечером, как всегда. На ВК-видео подписывайтесь. Вот так вот. Так, у нас музыкальное сопровождение сейчас будет. Вот так вот. Ясно, дальше едем. Вот такой вот. Вот так вот. Едем дальше. Вот так вот. Потому что музыку заказали. Ну так вот. Может, еще в топ приехали. Ну так бы послушали. Ну ничего, я вырублю стрим, блядь, ты музыку заказал. Будем слушать. Вкусные бои дали нам. Что там того, что до этого мы сосали здоровенные кабачки. А ты выходить хотел. Музыку заказали, я не могу вырубить стрим. Поэтому играем. Карта шикарная. Да, карта подходит. Тут еще бан. Выходить в чате можно? Ну, если хочешь. Если хочешь. На ком-нибудь спрось. Бля, вот активный засвет, вот это, конечно, нам нахер не надо. Евро будет заебывать. Опасно так стоять. Папка Один. Алис комиссию берет. Да, 10% берет.
Да хуй с ним, хоть бы работали эти придурки. Они ж каждый день какая-то история с ними. А в этом дома всегда эти струеметы стоят, ну. По найс, а я убежу. Блин, они нас, короче, переигрывают, пацаны. Переигрывают. Можно за антисоветский лук. Да. А проще перевод на карту тогда и озвучка. Ну, кстати, да. Ну, во-первых, стример любит, когда перевод на карту, потому что, во-первых, это сразу же на карту переводится, да, это сразу можно просрать в кабаке. Вот, а во-вторых, Donation Alert, клятий, не обидит гвардейца, не спиздит 10%. Вот что главное. Казалось бы, пиздатая катка. Скотоложец в ноябре активно светит. Бродяги стали в эту херь, оттуда могут наказывать. Между прочим, прожал галочку и комиссию. Гашу для тебя, ты просто лучший, братан, ты просто лучший. Ты знаешь, как найти путь к моему сердечку алчному. Ставка пива на дом. Нет такой графы. Не, у нас в Беларуси нельзя. Ну, типа, доставка пива, ну, вот прикиньте, я закажу доставку пива, оплачу. Мне привезут, а я окажусь малолеткой. У нас такого нельзя. Да я сам схожу. Если закажете мне доставку пива на дом, я сам за ним схожу. У меня пивнуха метров, наверное, 300, осуждаю, от дома. Через донат, через 5 минут можно просрать. Да. Ну да, через донат пей сразу бабки переводятся. Все сливы и плохие катки из-за говнометов. Может быть. Цена вопрос. Пиво? Ну, пиво стоит, сейчас тебе скажу, сколько. Литрушка стоит примерно 200 рублей. Не, наверное, знаешь сколько? Наверное, 160. На России. Сходи за пивом в купальнике, брат. Там минус 5. Яйчонки скукожатся, мне будет стыдно заходить. Меня засмеют. Будем летом ходить. То есть побухать со стримером 500 рублей. Ну, пивка тяпнуть на стриме еще ладно, может. Ходить быстро в купальнике, брат. Я не пойду в купальнике, брат, туда. Я мусора загребу. Да и у вас там можно в купальнике брата на работу ходить. У нас мусоров больше, чем население. Заебут вопросы задавать. Это вопросы будут задаваться в отделении. Кто уже посмотрел переговоры Зеленского и Трампа? Там просто Не, я не смотрел. А есть какое-то видео? Дайте на стриме посмотрим. Если холодно, значит сбегать за пивом. Прикиньте, побежать в купальнике Барата за пивом. И уебаться еще. Посидеть в отделении в купальнике Барата. Это бесценно. Это бесценно. Там прям триллер был. Так, если не западло, скинь, пожалуйста, видео с ютуба переговоров, мы посмотрим. Мы посмотрим на стриме. Дадим профессиональную оценку происходящему.
А видели интервью, у него кто-то брал там, говорил типа, вот, Зеленскому говорит, ну типа вот приезжай к нам на ранчо в Техас, все дела, ну куда, условно, да, в Техас, я не помню куда, на барбекю. И Зеленский такой, кто платит? Бля, это просто охуеть. Просто. Интересно. Никакой политики на канале, нахуй это надо. Ну хотя, может, ты и прав. Ссылка с переводом. Ссылку не пропустил YouTube. Оу. Не сагдик на коленях мы. Donation банит. Есть русская озвучка. Ну ладно, может, кстати, убийца и прав, но лучше политоту мы смотреть не будем. Ну ладно, объективно говоря, мы тут про Украину шутили много раз. Наверняка кто-то из Украины мог огорчиться. Извините, ребята. Но я думаю, извиняться уже поздно. Концовка просто убьет. Я заинтриговал, сучка. Ну ладно, давайте глянем. Мне просто очень интересно. Сейчас я сам поищу. Здравствуйте, Александр, здорово. Хуан Пабло Эскобар, шалом. Как ваше ничего? Да, нормально. Нормально. С утра шишка стояла, это самое главное. И я ел пельмени сегодня с укропом. Что может быть пизже? Правильно? Ничего, на дворе пятница. В рандоме меня хорошенечко вздернули. Красота. Так, что мы ищем? Так. Переговоры Трампа зелен. Кирюха, здорово. Я, наверное, проебал коммент. Стрим нормально. Жив-здоров. Спасибо всем, кто переживает. Голос Америки. Встреча Трампа и Зеленского. Встреча Трампа в белом, да. Нихера себе. 48 минут. Но до того, как... Ошалеть. Ну, смотрим. Так, я на ютубе ёбну стрим, друзья. Кто хочет посмотреть переговоры Зеленского с Трампом, переходите, пожалуйста, на как-то на ВК Видео Лайв. Стример сам Сагдек Спеленок, ребята, извините. Но мусора двойнул. Купальники, это же смешно. Да ты мажорик, раз можешь позволить себе. Ясен хер. Переходите на ВК Видео Лайв, будем сейчас смотреть переговоры Трампа с Зеленским. Я Игорю напишу, что мы смотрим, ему будет интересно. Так, включи. Там разъеб полный на окр телеги, жопы горят. Так, сейчас. Я на ютубе закрою стрим, на ВК видео переходить.